Всем привет. Начинаем стрим. Начинаем, продолжаем. Я вас тут немножко подправлю. Так. Окей, остановились мы на спавне. Мы сделали спавн. У нас все отрабатывает, спавнит. Они бегут на нас. Они бьют нас. Все окей. Все замечательно. Единственное, что я бы хотел... Знаете, что я бы хотел? Ам, Непривычно пока. Мне нужно в эффекты, в не в эффекты, в abilities. В abilities, вот так, enemy. Вот этот enemy attack я уже не хочу, чтобы она мне показывала трейс этот. Отключим трейс. Когда они бьют, чтобы трейс не показывал нам. Вот, видите, не показывает. А наш пока пусть показывает еще. Не всех зацепил, интересно. Не зацепляет, смотри. Сейчас зацепил. О как. А почему? Мне кажется, я знаю почему. Потому что сама капсула у нас, она enemy. А вот mesh, у нас не enemy. Поэтому он цепляет его, и он не видит, он, ну, пропускает его именно по мешу. Соответственно, чтобы все было окей. Мы не будем его трогать, чтобы все было окей. Он как павн идет. Давай. Ну ладно, это надо в этом делать, в плюсах, чтобы для всех назначилось, для меша всего устанавливать. Пока не будем трогать. Хорошо. Хорошо, прекрасно, все чудесно. Да, я тут некоторые изменения сделал. Я повозвращал на место эти поля, э, переменная. Так, что касается спавна. Что если, давайте подумать. Что если мы немножко оптимизируем его вот здесь? Вот мне не очень нравится это. Также ему надо player pounds получать постоянно. И он достает его из этого. То есть можно очень сильно оптимизировать. Каким образом? Мы можем записать вот этих павнов. Правда, ему тогда все равно придется здесь через контроллер получать. Хотя он может записать павны, где еще используется. Здесь количество используется, здесь просто пробегается. Здесь actor location достается. Прям-пам-пам. То есть actor location будет доставаться. Здесь из empty проверяется, здесь это проверяется, здесь этот проверяется. Ну, в принципе, мы можем записать. Давайте попробуем оптимизировать, потом пойдем делать эти карточки, или как они там называются. Так, одну секунду. Издеваешься. Да. Так. Вот у нас есть контроллер, и мы же из него можем достать get. О, приветствую. Get connect. Интересно. У нас есть get pawn.
get pawn у нас есть. И здесь как бы все легко и просто. То есть он бац, получил pawn. И из него уже достать можно будет... из него уже можно будет достать то, что ему надо. Location в данном случае. Это будет быстрее, чем мы будем постоянно делать касты и спавна доставать get-контроллер. Get-контроллер тоже у нас как бы тут inline, бла-бла-бла. Контроллер просто полетел. Но здесь мы экономим... Давайте подумаем, что мы экономим. Во-первых, мы экономим каст. Правильно? То есть вот эту вот нам часть не надо делать. Два раза get actor location получает. Осуждаю. Это Аишка написала. Это надо один раз сделать. Он два раза это делает. Здесь надо эффектор get actor location. Единожды сделать. Давайте сделаем эффектор. Вектор. Павн. Локатион. А можно эффектор по-нормальному. Павн локатион equal павн. Get actor. Location. Вот такой вот const. Const сделаем. И вместо вот этого мы подставим, чтобы он не получал. Так как getActorLocation, это у нас тут внутри него еще один метод, который он еще там один метод передает, делает проверки, getComponentLocation, и понеслась тут кучу методов, getLocation и всякие в том, этом, return здесь getTranslation, и понеслась, в общем. Довольно такая непростая фишечка. И мы его один раз называем. Так вот, что мы экономим, если мы запишем по принципу, как вот здесь вот делали. Здесь вот это где? Вот здесь это вот здесь. То есть мы создали поле, в котором мы уже храним Ability System компоненты игроков, и мы их сравниваем с количеством Player Controllers. Player Controllers у нас тут все очень легко и просто. Он просто массив нам вызывает. Все там easy. И если игроков стало меньше, или это первый раз залетело, то есть больше, чем 0, мы их собираем туда. И в дальнейшем мы делаем простую проверку, куда проще, чем постоянно мы бы делали вот эту вот часть. И по той же схеме, я думаю, сделать здесь. Но нужно понять, что мы сэкономим. Мы сэкономим каст. Раз. Мы сэкономим каст. Раз. Здесь нам он из этого будет получать. Перебирать он будет тот список. Из empty ему не придется проверять из empty. Хотя не, ему придется на всякий случай проверить из empty. Что вдруг он там... Но он его проверит внутри. То есть если несоответствие идет. Поэтому он не будет каждую итерацию при каждом спавне его проверять. Это хорошо. Ну и не надо будет создавать T-Array ему постоянно при спавне. Также ему не надо будет вот эту вот часть делать постоянно. То есть player контроллер брать из этого. Get pawn и сюда pawn записывать. Вот эту вот всю историю. Ну, это, конечно, все простенько, но все равно не надо будет этого делать.
Player pawns. Player controllers. TRA создать. Player controllers. А, Записал павна, потом достал из него эти, чтобы получить контроллер. Зачем? Get view size, чтобы достать. Так мы можем вообще кастинг. Подожди. Что за приколы? Мы можем записать контроллер сразу. А павн нам нужен только get actor location. Вот здесь. Раз. И вот здесь get actor location. Знаете, что самое интересное, что он их тут получает много-много раз. Но он, правда, ж не знает, какой павн, какому локейшену. Мы не можем его связать. Ну, сюда подвязать нам еще раз надо будет его получить. Если павн был бы один. Беда, конечно, в том, что вот здесь он постоянно это делает. Он шлепает. То есть на каждую итерацию он заново берет get actor location. Я вот уже подумываю структуру создать. Смотрите, если мы создадим структуру и запишем туда location еще дополнительно и обновим его, потому что он здесь location получает постоянно, и мы ее вот здесь вот единожды запишем. То есть вот тут вот, где он получает location, мы его запишем и добавим. И потом здесь, где нам это надо использовать, get actor location, где мы используем еще раз, мы его просто из структуры достанем. И таким образом у нас единожды при спавне он один раз спросит get actor location и будет его драконить здесь. Ну, правда, минус память. Ну, сколько там память, сколько вектор весит. Да, я это закрою, сколько там, 16? 24. 24 байта. Зато это очень сильно, это прям очень сильно помогает. Ну, у нас много врагов, это прям нифига себе. Но не надо будет создавать этот. Ну, слушайте, мне нравится эта идея. То есть мы создадим ее property. New property t-array. А вот какой t-array? Вот тут фиг его знает. Потому что нам надо создать struct. Use struct сделаем. Struct f. F что? Spawn player. Player info. Нормально. F player info. Player controller. Только ее property.
Единственное, что всегда надо будет проверять его на 0 поинтера. Вот эта вот вся история. А Generated Body мы в структуру, по-моему, уже не суем. И в стракте ее нету. Где? А, это не точно. Сейчас будет ругаться, вспомним. New property. Точнее, вернем. Помню. И эффектор. Эффектор. Wire location. Wire location. Эффектор. Почему с маленькой здесь? Непонятно. Так, допустим, хорошо. Ну да, это Старакт, он там хочет. Бади, да, ему надо, потому что Юстракт. Окей-доки. Сейчас. Я ж не записал ничего. Молодец. FPR info. FPR info. Player info. Player info. Ну, погнали. Кстати говоря, то же самое можно и с Навдата сделать. Вот он Навсистем получает здесь, а потом Навдату, и он ее нигде не использует. Гениально. Не, вот он ее использует, вот она идет. Фиг знает где. Суть в том, что Навсистем он нигде не использует. Не, Навсистем вот здесь Гетрина. То есть он это использует. Get current, cast word. Проверяет world. Если world, то cast Navsystem, get Navsystem из world, return Navsystem. В принципе, несложно, но можно записать тоже. Сэкономить ресурсы. Здесь и здесь сэкономить ресурсы. Тоже get default navdata. Здесь поехали. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вот это уже посерьезнее история. Тоже надо записать. Так, окей. Пока player info. Info, мы с ним работаем. If player info .num нам количество меньше не равно. Вот так вот, не равно. World get player controller iterator. То есть он как раз таки нам здесь должен вернуть не-не-не, get player. Как мы там, подожди. Мы же там брали из этого его get num player controllers. Есть отдельный метод. Get num player controllers. Get num player controllers. Окей-доки. То есть, если он не равен, мы должны сделать следующее. Мы должны по факту просто взять вот эту вот часть и засунуть туда пока что. Так.
Также вот эту проверку сделать, только ее сделать уже не для player pounds, а для вот это player info. То есть player info add контроллер. Здесь на всякий случай проверили. А player контроллер. А он const, и тот возвращается const. Или что за прикол? Inline const. Нет, нафига мне тогда этот. Не понял. Он же балбес. Э, Попался. Взаимно. Попался. Так, вот это вот убираем. Наша там структура. То есть первый контроллер, а второй это... Подожди, тогда верни павн. Не, подожди. Этот мы здесь получаем. Get pawn мы здесь получаем. Тогда следует сделать конструктор, что ли? F player info. Player контроллер. Как его там? Player контроллер. Контроллер. Player контроллер. Все, ее. Ой. Поставил. Так, вот такую вот фишку, что ли, сделать стоит. F player info. Он так не хочет. Вообще не хочет. Да я не то делаю. Ну, от этого вообще ничего не изменится, это понятно. Э, Подожди, что? А че он пустую не хочет принять? Не было это не айтем, рэй, ну, player info, ну. Я просто не хочу отдельную создавать. Я вот этим вот не хочу страдать. Тогда вот этим можно тогда не страдать. Player контроллер. Player контроллер просто здесь. Роллер. Multi-object. Не, все так. Тогда возвращаемся на сырые эти. Всему это не надо. Наверное, поэтому ему не нравилась эта вся история. Ну да ладно. Хорошо, сделаем так. Так читаем и идет. Чтобы не создавать ее постоянно. Сюда вот засунем. 2 байта все-таки. Player info.
Что мы теперь не set a new item to enter the array, specific location for it. List object. Я ничего не понял. Так, верни на место этот object. А, можно добавить. Так, ну он первый этот схватит, по всей видимости. Сейчас посмотрим. Возможно, this pointer player info at player info. Первый раз сталкиваюсь с такой фигней. Ну, давай ГПТ. Пояснительная бригада. Так, а здесь нас интересует player info. Вот здесь мы из empty его проверяем. Так, в чем проблема? Скорее всего, у тебя такой или метод. Почему это ошибка? Это имеющий const array запрещено менять. Какой const array? Какой const array? О чем речь? Не понял. Какой const array? Const array. Нет у меня const array. Вы что задрачиваете? Const метода убрать. А, вот этот const метода, который возвращает нам const этот. Я понял. Вот кто нам не дает. Так, он возвращает контроллер. А, консту метода. Я твою душу шатал. Я того душу шатал. Консту метода. Это было тяжело. Ну, это классика невнимательности. Так, хорошо, мы его записали. Мы его записали. Info, бла-бла-бла, перезаписали этот и добавили его сюда. Player info. Все есть. Проверили на пустоту. Все. Тем самым у нас не производится вот эта часть. Хорошо. Также у нас вот здесь, вот, где мы делаем cast контроллер, чтобы проверить его спавна, во-первых, мы должны будем пройтись не по павнам, а по как раз-таки вот этим вот for player controller, player info, player info, player info, f player info, ссылки. В принципе, const, потому что мы ее не меняем здесь. Const это player info.
просто инфа. Инфа. э, Layer inf. Массив тут этот. Так, есть контакт. И теперь мы переносим вот эту вот всю часть. Естественно, мы проверяем if не игру. Наподобие что-то будет как Vampire Survival и между Diablo. Между Vampire Survival и Diablo. Так, if не player info точка player controller, то тогда continue. Continue. Наверное, надеюсь. А что случилось? А, у меня музыка в ноль улетела. Ну ладно, бывает. Так, player controller, хорошо. Я бы вот эту вот часть взял бы все. Вот эту вот всю часть я бы взял с собой. Мгм. Так, вместо здесь павн он из вот этого достает get pavn. Get pavn. И еще я бы его, наверное, проверил на всякий случай. Хорошо. Distance остается, бла-бла-бла. Потом вот эта вот часть. Здесь нам не надо этого делать. Здесь нам эту проверку делать не надо. У нас уже он получен. То есть вот здесь в инфо уже есть. Ни проверки, нет. Проверка вот здесь уже произошла. То есть вот это мы удаляем. Шлеп. О. Так. Контроллер мы передаем отсюда. Точка. Player контроллер. Точно так же здесь. Хорошо. А вот этот вот цикл мы... Массив. Цикл, массив. Мы убираем. Есть. Перенесли. Да, вроде бы пока отлично. У тебя как дела? Так, теперь вернемся сюда. Здесь мы перебираем массив павнов, но мы опять же должны перебрать вот этот массив. For f player info player info. Вот тут нельзя кон сделать. Здесь по ссылке. Привет. Здесь по ссылке именно потому, что мы меняем. Мы менять будем сейчас. Из инфо мы достаем player controller get pavn. Get actor location. Вот здесь он добавляет его здесь. Но мы делаем следующее. Info точка player location. Player location. Priv. Привет. Привет. В смысле перебирать зачем файлы? Ну, у тебя, если есть цель перебирать файлы, то ты их перебираешь. В смысле, чтобы узнать, что там. Так, и player location. Как? Player location. Окей. Игнорит этот. Это он павна достает. Здесь, хорошо. Есть единственный маленький нюанс. Что нам нужно проверить if не info
Точка player. Continue. Ну, зачем? Чтобы чтобы данные с них получить. 2 годика. Ну, как разработка? Ковырянием. Сегодня, ну, сейчас вот это немножко оптимизируем, улучшим код. А потом будем делать, ну, чтобы когда мы уровень получаем, нам всякие улучшения давались. Ну, ты когда перебираешь файлы, по поводу файла возвращаемся. а, ну да. В смысле, ну ты же работаешь с файлами в любом случае. В смысле, зачем в программировании файлами? Чтобы работать с ними. У тебя любые действия — это работа с файлами теми или иными. Так, это мы добавили. И теперь вот здесь вот он player bounce достает нам. Здесь он будет из этого доставать player info. Как раз равен. Хорошо. Так, и в итоге что у нас получается? Получается у нас следующее. Он теперь лишний каст не делает. И вот эту вот часть он делает только единожды. Вот. Такая вот история интересная, не очень. И локация получается единожды. Подожди. Я же убрал здесь. Нет, я не убрал. Вот Pawn Location идет. Нам Pawn Location надо перенести. Вот этот инфо. Достать из инфо, которую мы... И туда его записать. Info.playerLocation. Потому что мы ее заранее там записали единожды. И нам не надо каждую эту получать ее. Pawn Location тут исчезает. Player Location. Это в каком смысле? Сейчас запишу. Как там? Gameplay Message Router. Gameplay Message. Вот этих вот не было жестких связей. Чего плохого в жестких связях-то, если ты делаешь проект? Нет таких проектов, у которых нет жестких связей. Что это такое? Это если ты делаешь плагин отдельный какой-то, который ты собираешься потом внедрять, модуль целый, тогда да. Тогда у тебя, ну, там без вариантов, потому что ты его должен и туда, и туда, и туда засунуть. Оки-доки, сейчас давай. Именно Gemini. Сейчас Gemini откроем. Так, погнали. Так, ну оно у нас, оно собирается все. И еще есть вариант по поводу как раз вот этого. Вот этого. То, что здесь он получает nav-дату и nav-system. Ну, поздно. Поздно. Так, это мощный инструмент для слабой связанности системы Unreal Engine, если ты смотрел.
проект Лира, то видел его в основе всего и уведомления об устройстве обновления. И, по сути, это глобальная шина событий, которая работает на уровне геймплей Instance Subsystem. Она позволяет одной части кода связывать и... Так они Ивенбас, что ли, сделали обычный? Или как это понимаете? Она позволяет одной части кода сказать, эй, произошло вот это, а другой части услышать это. Даже если они вообще ничего не знают друг о друге. Но это Ивенбас. Зачем это нужно, если есть делегаты? Обычно делегаты требуют, чтобы ты имел напрямую ссылку на объект. Например, чтобы UA знал о смерти игрока, он должен писаться на onDes внутри A-character. Проблема, если персонаж переспаунится, ссылка потухла. Не знаю, много UA запутается. Слушает это так. Бродкастер, вещатель. Просто шлет сообщение определенный геймплей. Опять геймплей таги. Не упоролись с этим. Насчет упарываться. Как вам DLSS 5? Такая шляпа. Ой. Ну, это по поводу того, что NVIDIA упоролись в своей и вот это у них уже и головного мозга. Так, бродкастер. Тот же геймплей так через глобальную систему. Слушай, так они что сделали? Вместо ссылки просто у тебя есть геймплей таг. Блин, это геймплей таги. Это же, блин, оно бегает по этим массивам. Структура сообщения payload. Каждое сообщение это обычно абстракт. В ней ты передаешь любые данные. Victim, damage amount. Например, сообщение в любом месте. Например, в твоем damage exist ты вызываешь справку. В damage target actor, damage, да? Gameplay message subsystem, router. Get world, broadcast message. Слушай, так это тут они винбас сделали просто обычный. Просто на тагах. Со своими этими и все. В классе, например, виджет или систему достижения, ты подписываешь. С кем? С геймплей с винбасом, что ли? Здесь использовать ты шлешь сообщение, месседж, иконку, как-то включи. Без особенностей делегаты, even dispatch gameplay message route. А в чем разница между Ивенбасом обычно? Ну да, у нас советует как раз вот это смерть, квесты, инвентарь, глобальные стейты, а делегат ставит на внутренней логике класса, например, когда я не очень понимаю, что значит делегат на этом. А в чем разница? Ну да, я хочу спросить. Просто, ну это то же самое, это по описанию это то же самое. По сути, ты прав, геймплей Message Router это и есть паттерн Eventbus. Но если обычный Eventbus ты просто почтальон, то GMR, Gameplay Message Router, Real Engine, это логистический центр по сканерам иерархии, доступом для всех отделов. Разница на самом деле не в самой идее, а в глубокой интеграции с экосистемой Unreal. Вот 4 принципиальные отличия. Иерархии через геймплей таг. Главная фишка. Блин, они эти геймплей таги, я не знаю, как будто они, короче, они сильно на них как-то давят. У них все через эти геймплей таги. Как другие движки живут, я вообще не представляю без этих геймплей тагов. Ёпики, наверное, там с ума бы сошли. Там же нет геймплей тагов. В каком-нибудь Unity. Или есть. Там своя какая-то фигня. Так, в обычном ивенте боссе ты подпишешься на конкретный тип события, например, класс. Ну так это ивентбас, я знаю, что такое ивентбас, я делал свой ивентбас, я знаю, что это удобно. Как я могу не прочувствовать, если я знаю это на практике? Или ты про таги? Это что я не прочувствовал. Таги это удобно. Я тут не спорю. Таги это удобно для, ну, у тебя, как, когда ты пользуешься ими. Таги это удобно. Я не то, что прочувствовал, я это знаю. Ну как, смотря с чем сравнивать.
Они быстро работают, но они медленнее работают, чем какие-нибудь Янамы те же. Так, повышенный в антибласте ты подпишешься на эти. Не, я против тагов только ну, с точки зрения, мне не нравится, что они везде. Не знаю, как сказать. Так, ты подпишешься на геймплей так. Теоретические слушания, ты можешь подписать стек. С ними в плюсах не это. Они медленнее Янамов и весят больше, чем Янамы. Так. Ты можешь подписаться на тег, месседж инвентаря. Они весят еще больше, памяти больше жрут. Ну, соответственно, чем больше у тебя вот этот вот надпись твоя, тем больше он будет весить. Так, в этом случае ты будешь получать все сообщения, которые начинаются с этого тега. Так, еще раз, это херсис слушания. Ну, слушай, ну, да, вот это удобно, то, что ты, если я правильно понял, то это как и вот эти ability они юзают в Гессе, то, что ты, допустим, там так туда передаешь, он там все по тагам этим делает, и по тагам блокирует, по тагам вот эту фигню сделает. Здесь тоже он, а как он бегает по всем, что ли? Также ты подписываешься на геймплей так. Это дает иерархическое слушание. Ты можешь подписаться на тег. Update Potion. То есть это ключ. Они суют ключ. В геймплей так это у них ключ. Я так понимаю, что там через тимап. Потому что, допустим, в геймплей этом там тоже, в ГСе там тоже они тоже в тимап суют под ключом статы, по-моему. Вот то, что мы пишем, вот эти вот статы, ну, это не точно. По-моему, тут все. Я не против. Как, не то, что я против их с точки зрения ну, оптимизации. Мы сейчас говорим о вот этих нескольких тактах. Там я понимаю, что это такое себе. Я не против, но мне просто как не очень нравится то, что они памяти больше жрут, и они тяжелее для производительности, чем мои любимые Янамы. Все. Это все. Все остальное, кайфовая тема в редакторе, просто песня, вообще кайф. Так вот, о чем я. Вот эти вот статы, которые мы создаем здесь, прописываем, они же там засовываются в тимап. И он через тимап их как-то... Я открывал, ковырял его, внутри что там происходит. Ну, я, может быть, не про статы, ты в другом месте, может быть, каком-то в ability или в этом. Они, короче, суют его в тимап, и вот тот, как я делал по своим статам, где у меня enum это ключ, а этот это значение, только у них вот этот таг, как там его, геймплей таг, контейнер есть, а если просто в геймплей таг. Да? Вообще он как ключ используется там. Так вот, вернемся это. Во втором случае ты будешь получать все сообщения, которые начинаются с этого тега. Нельзя и про мечи, и про золото. Это, наверное, удобно для системы логирования. Ну, то есть, как это происходит? У него что там под капотом? Ты подписался на эти теги. То есть, у тебя объект первый взял, подписался на тег там какой-то супер-дупер. Второй объект, и там что происходит под капотом, скорее всего? Там просто-напросто он берет и записывает, ну, записывает этого товарища. А когда тот вызывает триггер, он берет и по всем валидным товарищам пробегается и триггерит их. Ну, это обычный, ну, обычный ванбас. Просто на этих, на геймплей тегах. Полная поддержка блюпринта с коробки. Ну, это само собой понятно. Так. А вот Иван Бас, допустим, через блюпринт там так не получится. Так, типа безопасность через Reflection. В простых ивентах басах данные часто передаются как void или какой-то базовый event data класс, который потом нужно кастить, проводить тип. Это небезопасно и может привести к крашам. Используйте систему отражения Unreal UScript Struct. Когда ты шлешь сообщение, система проверяет, соответствует ли
Твоя структура abstract тому, что ожидает слушатель. Что это значит? Если типы не совпадают, сообщение просто не дойдет или выдаст предупреждение, но игра не крашнется. Ну, а я проверку-то не могу сделать, правильно? Не. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это не нам, это хэш. Они там в хэш превращаются. Ну, смотри, обратиться по хэшу к чему-то, это не то же самое, что статик каст Янама сделать. Допустим, на этот и пойти по индексу в массив. Плюс, чем больше у тебя получается этот... Опять же, если я ничего не путаю, инфы много в голове, и она может немножко перемешаться совсем чуть-чуть. Ай, Вот когда я говорю быстрее, мы же понимаем, что там речь идет о не то что миллисекундах, а о тактах процессора. Вот. То есть там о нескольких тактах. Это настолько мелочно, но сам факт того, что он есть. Сам факт того, что вот он присутствует. Все. Ну и память. И память тоже. Память. Вот память они жрут больше. Потому что если, допустим, Янам у тебя 8... Это тут, безусловно, это вообще они вложенность, удобство, ну, в редакторе самом. В плюсах они, ну, они как-то... Ну, вот благодаря вот этому они, в принципе, равны Янамам для удобства именно использования. То есть ты когда вот так вот делаешь, прописываешь их именно здесь, да, но когда их станет там, допустим, под сотню, 8 мегабайт. Ну да, где-то так. Не, это я ж понимаю, мы говорим о вот таких мелочах, что прям... по сравнению с янамами. Сколько у тебя вот янам 8-байтовый даст тебе? 256 значений. Сколько тебе тагов будут занимать 256 тагов? И опять же, зависит от как бы размера, потому что ты можешь слово там на 20 с лишним символов написать какое-то. А может там по 4 символа быть. И это будет разница. Мы говорим о супер мелочности. Я понимаю, это мелочно. И я понимаю, но меня это напрягает. Это единственная какая-то супер такая мелочевка. И вот она напрягает меня в тагах. Все остальное меня устраивает. И до открытия вот этих вот вещей меня напрягало то, что надо ручками прописывать вот такие вот фигни, чтобы обратиться к тагам. Что, ну, это звездец, извольте. Но потом... Да, 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 есть такой, да, 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 я, да. А вот когда открылась вот эта вот основная причина тагов, она испарилась. Потому что самая жесть, от чего у меня прям горело, привет, это то, что нужно было вводить вот такую вот фигню. И когда ты ввел неправильно ее, допустим, дашь дож какой-нибудь, а он у тебя ошибку не даст. То есть пока в процессе не будет. Если вы вообще понимаете, о чем я. Ладно. Дальше. Время жизни со всей архитектурой. Это game instance со всей. Это значит, автоматическое управление памятью. Тебе не нужно создавать глобальный синглтон, инициализировать и удалять. Ну, если мне не нужно создавать, ты его сам, точнее, Unreal его сам создает, и любая сам-система. Столько, сколько запущенная игра. Тот же самый, это доступно из любой точки. Тебе не нужно брать ссылки на шину событий через конструкторы геймплея, get текст. А как его получать? Подожди, как он его еще раз получает? View gameplay message subsystem. Ну, здорово. Ну, через статику. Те же самые эти. Я же тоже делал статические эти делегаты. Ну, в общем, короче, обычный event bus на тагах. Ну, принимается. Потом добавим, попользуемся. Но я не очень представляю, где их использовать. То есть...
Она, кстати, на серваке существует. Тьфу, она на этом, на клиенте существует. Потому что саб-системы, они только там обитают. Ну да. Ну, потому что саб-системы, они на локалке ж идут. Я просто не очень сильно представляю, чтобы это была прям проблемой какой-то к виджету обратиться ну, в смысле, ты имеешь в виду методом слать инфу? Ну, RPC это же методом мы шлем, когда. Так, хорошо, давайте погнали. Запустимся, сейчас посмотрим, вообще у нас ничего не отвалилось. А, Дело было вечером, делать было нечего. Играл э, ну, точнее, не играл, а сидел, думал и решил пойти вспомнить о такой игре, как Death Must Die. Вот, и что-то пошел процесс, залип. Э, И параллельно этому я GES еще начал посматривать, как что делать. И начал делать, и оно как-то так направляет тебя в этом направлении, так сказать. И вот оно начало что-то делаться, получаться, и решил, почему бы, собственно, и не сделать. Так, ну все, наш спаун работает, все отлично. Опа, а чё урон не прошел? Пам, 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 пам. Оп. Так, хорошо. Так вот, по поводу вот этих делегатов-то, они... Не вижу проблемы взять и обратиться через виджет. Виджет спокойно может достать вообще, что хочет от персонажа. Нас-то суть в том, чтобы объекты общались допустим, с нашим персонажем. И м, а зачем? Но у тебя виджет все равно с чем-то взаимодействует. Я понимаю, что он должен подвязаться к делегату, допустим, если он там в компоненте какой-то находится, то виджет должен узнать о компоненте. А так он не будет знать о компоненте. Но это я прекрасно понимаю. Я EventBus свой создавал. Я знаю, о чем идет речь. То, что он знать будет только об EventBus. То есть виджет ничего не знает о компоненте, компоненты ничего не знают о виджете. Но они все знают о EventBus этом. То есть они все будут знать о вот этой GMR. Вот и все. То есть ты просто добавляешь прослойку, когда все они знают об этом. И получается за счет этого, что у этих виджетов должен быть этот GMR, что у этого должен быть, у компонента GMR. А вот виджеты могут быть другие. И компоненты могут быть другие. Но когда ты делаешь проект, ну, ты делаешь проект под проект. То есть, ну, в плане того, что ну, мы попробуем ее, мы-то ее попробуем, мы на ней это сделаем, это интересно, что-то новое. Но не впечатлило. Я обычный Иванбас на тагах. Это если бы я не знал, что такое Иванбас, или просто знал бы
теории, а так я на практике знаю, что это такое. Ну, у тебя много проектов, которые ты меняешь как хочешь, туда-сюда, пересобираешь их. Как показывает практика, никто не делает модульные, все монолитными фигачат. Модулями делают это вот эти вот, которые, ну, судя по этому, это не практик. Люди говорят, короче, о том, что эти мобилки, когда вот это вот штопаешь по 10 проектов, неделя прошла проект, неделя прошла проект, вот там тебе, да, модули надо, чтобы ускорять процесс. Что если ты используешь какую-нибудь там систему, ты ее просто шлеп сразу, дальше пошел, дальше пошел. Так, все сбито. А может, сейчас, кстати, добавим эту штуку. Смотрим. Что ты такое? Это я на будущее оставлял. Это потом на будущее и останется. Так, датасты позакрываем. Атрибут сета мы закроем. А, наверное, тоже пока закроем. Так, хорошо. Где наши виджеты? Точнее, не виджеты, давайте по порядку идти. У нас, во-первых, или вот это еще перенесем. Ну, сейчас. Ну, я на себя-то думаю, вот где бы я сейчас, какой код я хотел бы взять. Наверное, никакой. Наверное, никакой. Потому что, ну, у меня в голове-то суть в том, чтобы процесс самого процесса, а Ctrl-C, Ctrl-V меня не радует. Э, вот. Ну, в общем, смотри, ну, вот, допустим, вот я сейчас делаю виджеты, которые делаются на вот эту систему. Когда враг умирает, ему вылазит какое-то количество этих, там вот этих карточек, и ты выбираешь. Вот, а потом я делаю, возвращаюсь к шутеру про зомби. Вот нафига я вот это мудрил с ивенбасами этими всеми и делал, допустим, его. Вот где я его там применю? Нигде его не применю. А потом бац, я делаю гоночки. А там я где этот виджет всуну? Нигде его не всуну. То есть я его всуну только там, где вот эти вот 3 карточки будут. То есть если я буду делать там условно вторую часть, или где я буду делать что-то такое же. То есть если ты делаешь что-то другое, то как бы все, нету. Ну, я ж не спорю о том, что это хорошо. То есть ты когда переиспользуешь его, то есть если ты сделал, ты его используешь, оно работает, все окей. Экономия времени, да, но меня тут не... Я же не про время, я про процесс. Что я хотел? Я хотел еще, я думал. Подожди. Мы здесь, когда получаем... Мы когда получаем enemy характера, спавним его, у нас туда есть инициализация, он должен ну, там, из таблички, то есть он должен еще выбрать из таблички, кого он будет спавнить. То есть это отдельная логика должна будет здесь быть перед спавном самим. То есть и сюда enemy класс. Ну, вообще сам спавн будет вызываться там, и передавать enemy класс. И я вот чего хотел. Нам надо же как-то следить за количеством enemy. То есть как-то их записать. Это понятно. Не, ну, ты же должен понимать, что мне пока... По поводу того, что переиспользование, пока... Ну, это не новость для меня. И это...
Мне об этом давно рассказали, будем так говорить. А по поводу вот этой GRM, ну, я не знал. Ну, мы попробуем это обязательно. Это обязательно. Это что-то новое, что-то интересное. Ну, а сам принцип, я же говорю, принцип не нов. Все понятно. Все понятно, все понятно. Так вот, записать init характер. Init характер у нас там. Записать этих enemy. Записать этих enemy и зачем? Была инфа, была инфа. Зачем была инфа? Да. Destroy all enemy, условно, мы и так их всех собрать должны будем. Мы же не будем их лезть туда. Там просто в чем проблема? Там их чистить надо. То есть, когда он destroy будет, у него происходить. Можно это свернуть пока что? Вот здесь он enemy S, S, des. Он enemy des. У нас происходит экспа, бла-бла-бла. Тут дроп еще, кстати, должен быть. То есть он должен будет посчитать дроп. Я думаю, вот эта сама компонента будет считать дроп. Компонента будет считать дроп. Как там, чего и прочее. Мы что-нибудь намудрим. В поток обязательно отправим. То есть там сохраним всю эту табличку с дропом. Что-то намудрим. Тутуру, приветствую. Здорово. Что-то намудрим там. А потом-то нам надо его очистить будет, этого enemy, из этого массива. И вот тут начинаются приколы. Я не хочу его чистить. Просто я не очень представляю, где мне он понадобится, этот весь массив. Да. А что, не слышно, что ли, как озвучивается? Или что? Нет, подожди. Что за этот? А что вы не... А сказать, что А нет... то, что звуков чата и тутуру нет, это так задумано. А Да, сказать ничего не сразу слышно. Ни не тутуру, было, ни озвучка сообщений. нельзя было сказать, у меня тут слетел звук. Нельзя было сказать, что, мол, не слышно, там, у меня все слышно. Ну, я сказал сразу. Ну вот Кетка, да, сказал сразу, а вот. Ой, понеслась сразу, да. Так, у нас он не записывается. Не, я не могу представить, потому что количество я не собираюсь писать, сколько там будет их. Да даже если и надо писать, то просто... Не, ну брать их постоянно, всех собирать акторов, что-то не очень. Если прям надо количество писать, то придется записывать, да. Ну, в планах вообще такого нет. Кстати, сколько там enemy сейчас существует. Ну, допустим, там какое-нибудь задание, там, ивент внутри игры, там, какой-нибудь, там, что-нибудь там триггернуло, там, убейте, там, столько-то за отведенное время. Условно, там. Но это же по-другому делается, нам не надо для этого общее, там, как раз-таки вот это тут. И ванбасы и прочее. Совсем другая история.
Чё, как оно? Да, отлично. Чё, как оно у тебя? Ладно, в общем, мы не записываем это количество. Я не вижу пока... Ну, то есть зачем? Зачем мы это будем делать? Что, если не зачем, то и зачем. Правильно? Хорошо. Хорошо, хорошо. Если незачем, то и незачем. Да чё-то спал много, но, видимо, из-за давления. Сейчас пью чай, буду коробки собирать. О, это... Менеджер врагов, который управляет спавном и дестроем, и он же может просто дергать инт 32. Это ты сейчас описал то, что у меня моя компонента делает, или что? И в смысле дергать int 32? Ты про количество? То, что когда мы запишем массив, то как нам получили 32 int? Или что, я не понял. Да. Так, вот когда у нас произошел вот этот вот товарищ, у нас левел апнулся, здесь нам бы делегат засандалить. Засандалить нам бы делегат. Нам бы засандалить делегат. Нам бы засандалить делегат. Я почитал больше насчет реализации орды в Unreal. Я понял, что ты имел в виду. Но MassMT работает от процессора. У меня вот была идея сделать через Ниагару, и, наверное, перехожу на Unreal из-за этого, но уже после переезда. Ну, давай, да. Будет интересно посмотреть на твою реализацию. Саб-систему, которая управляет этим делом, и она будет знать количество. Спав не через GetWorld, спав а через саб-систему. Не-не-не-не, саб-система у тебя существует локально. У тебя не получится так. Или что за саб-система? Какая саб-система? Потому что я сейчас понял, как ты сказал, это создай отдельную саб-систему, какую-нибудь там World саб-систем, и она будет спавнить. Но дело в том, что она существует у тебя локально, у каждого. Локально на сервере. Просто Ниагара работает от VDH 4.10 кайнитов, для нее это ничего буквально. Если ты тоже собираешься делать орду, то тоже подумай про Ниагару или Массантиты. Не, ну орду, да не орду. Не, у меня не получится, потому что они должны каждый там разные скиллы юзать и прочее. Это не будет работать. Не, у меня компонента этим занимается. У меня компонента в этом, в гейммоде. Вот. Саб-система. Потому что гейммод существует на серваке. И Ну, я она будет имею в там. виду орду больше 1000 юнитов. В идеале где-то 5000 в среднем. Не, никаких. Не-не-не, 5000 это не. Это не туда. Так. Делегат. Делегат. Должен триггернуться делегат в том, что level up произошел. И вот тут, кстати, виджеты передают привет. Значит, по факту виджеты должны триггернуться. Ну и персонаж тоже, там какой-нибудь эффектик засандалить, там звук какой-нибудь. Геймплей эффект поставим, нормально будет. Вот виджеты. Что, подключаем тогда эту шляпу? Ну да, раз у тебя скиллы, у каждого свое количество хп и т.д., то Ниагара не подойдет, но Массантиты может подойти. Вообще он интересно работает через кэш проца. Ну да, он, по-моему, L2 использует. Если мне не изменит. Или L3. Уже побольше. Так, Project... Не, подожди, не Project. L3, L2, L1. Он вообще все.
Так, где он там, эта фигня? Так, Mass Entity круто. Но нужно перестраивать весь проект под него. Это инструмент для работы с кэшем процесса, как я понял. Давайте новые технологии. Геймплей. Массагия. Да, но там нужно будет архитектуру под него делать под X. Массаги роутер. А нету такого, что меня обманывает. Или он прям вообще супер новая история. А откуда тогда этот об этом знает? Его нет в плагинах. Нужно догадаться с проекта Лира. О, осуждаю я это дело. Масс напиши. Причем здесь масс? Я же говорил, что его официально не представляли. Или ты свое? Не, мы тут о другом. Там месседж, не месседж. Не представляли официально. Так, а чё ты меня дрочишь? Как я его буду пользоваться? Я не хочу его дергать. Прошу прощения. Я не хочу его дергать. Зачем мне это? Ну, то есть это какая-то странная история лезть впереди паровоза, так сказать. Не представляли? Ну и потом. Вот представит, тогда и поговорим. Чё его сейчас? Все тогда. Тогда у меня вопрос. А как нам сделать, чтобы было хорошо? Ну, да. А как нам сделать, чтобы было хорошо? А можно забить болт пока на серверную составляющую? Просто дернуть делегат и все, оно будет работать. Но... Тоже мультип делаешь? Ну так. Думаю, разрабатываю в парадигме мультика, но особо я не тещу. Там работает оно, не работает, вообще пофигу. Потом, когда-нибудь потом. Вы мне лучше скажите, что нам делать в этом случае. Что у нас эта компонента существует на серваке. Делегат она триггернет на серваке. Наверное, попробую анриловскую систему мультика тоже, но не знаю, насколько хорошо будет работать. Попробуй. Она триггернет его на серваке. А нам надо, чтобы она его триггернула на клиенте. А он вообще в клиенте существует? Клиент-версия его. Что гейммод, его же не существует клиент-версия. Или он существует? Пробуй сразу с Ирис, иначе будешь бежать за паровозом. Я хз, как синхронизировать юнитов через Ниагару, скорее всего никак. Хз, вот ты мне тяжелые вопросы задаешь. Геймплей существует только на серверном клиенте, его нет. И любая попытка обратиться к News, Get Word, Get Outer строение клиента вызовет 0 поинтер. А это жопа.
А это жопа с этой компонентой, это жопа. Тогда мы же никак не обратимся к ней из клиента. У нас все виджеты вообще не будут работать. А, Это только, а никак не только. А никак. Вот для серверной части это все не будет работать, что я сейчас тут наделал. А саб-системы, они вообще как? Они могут через эту всю фигню? Так, давайте спросим у него по поводу этого. Сейчас, походу, мы все это в систему все-таки вынесем. Ну, я же говорю, я об этом поскольку думал, сейчас подумал и понял, что это вся фигня, это работать не будет. Не, ну саб-системы и там создаются, да, Буду но ты же задолбывать не... тебя тоже вопросами за Unreal. Да, давай, да. Буду ждать, когда ты... Это только внутри актора, система, это ее уже не с чего поняла. Передавать данные со всей серверной на совместимый клиент. Это же мост. Обычно выглядит так. Система на сервере решает, что пора что-то отправить. Она находит нужный плеер-контроллер или game state, который умеет в RPC и вызывает функцию на этом сервере. Ну, тогда мне этот не нужен. Он в компоненте может спокойно дергать его. А что у нас вообще есть в этом? Вот в этом покемоне такого, что мы можем дернуть? Вот он Game State говорил. Есть. То есть он может обратиться к Game State, который там и там существует, и дернуть его на клиента. То, что, мол, слышишь, там левел получен. Ну, что-то какая-то шляпа. Что-то какая-то шляпа. А как иначе? У нас вариантов нет. То есть нам надо... у нас на сервере-то это все происходит, правильно? Правильно. И когда он получит левел, нам надо отослать... отослать. Что этот он левел получил. Можно сделать проще. Можно сразу к контроллерам обратиться. Без вот этих всех лишних. Потому что он о контроллере уже знает. У нас контроллеры уже записаны. Дело в том, что вот здесь в Player Info у нас уже имеются контроллеры. То есть он просто-напросто обратится к контроллерам. Зачем нам лишнего что-то придумывать? У нас уже доступ к контроллерам есть, а все виджеты так Но уже я знают о думаю, что контроллерах. сразу с мультиплеером делать не стоит. Сделаю пока одиночку, а дальше как пойдет. Спросил И. Да, и мне честно рассказывает. Что сделать? Не, вначале надо кетка с одиночки, да. Туда пока не лезь. У нас уже есть плеер-контроллер, мы там можем все триггернуть, все, что нам надо и не надо. Правда, есть нюанс. Этот плеер-контроллер, это не наш плеер-контроллер, это плеер-контроллер общий, как бы. Наш контроллер, он... Где он вообще? Он мейн-контроллер. О, Восклицательный знак вообще. приветствую. Ты чё в натуре, а? Ты чё в натуре?
Пам-пам. 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 Вот здесь пам-пам. Нам надо будет кастануть просто-напросто и привести его именно к этому типу. И подключить его тогда здесь. Задай вопрос, который тебя беспокоит, и чату ГПТ или Google Гамагу и... Или Google. Привет. Все так же длинная версия волчары стоит. Да, все так же. С которой тебя беспокоит чат. Это и вопрос меня какой беспокоит. Он мне не поможет здесь. Фу, вайп-кодер. Да. Да. Контроллер, да, подключить. Мы его подключим, здесь кастанем, сюда запишем. Все равно это единожды делается часть. И потом спокойно, когда у нас происходит, мы вот этот player info вот тут вот. Тут вот. Мы player info шлепнем. Мы шлепнем player info сюда, где-то сюда, вот тут. И он пройдется по ним и просто-напросто у них триггернет, что, мол, level up. Какой-нибудь метод вызовет. Level up. А он там дальше уже сам разберется, что ему надо. И в этот залезет, и куда надо ему залезет. И он обратится именно к тому плееру, которому надо. Ну, тут левел-то общий. То есть, как бы, ты убил моба, я убил моба. Допустим, 10 надо, 5 плюс 5. 10, бац, у нас левел получился. То есть, левел всегда один. Бац, и он появился. Соответственно, надо просто триггернуть его. Вот самый простой вариант, да, самый, наверное, правильный. Просто обращаемся к контроллеру и записываем его. И чё, криворукий программист, я написал свой голосовой ассистент за месяц, а ты пока дойдешь своими кривыми руками хотя бы до файла майн на пайтоне сдрохнешь. Окей. Да, надо кастовать. Записывать. Давайте записывать. Давайте записывать. Хорошо. Вот удивительно, что ты именно на питоне. На питоне это делаешь. Или вот обычно на питоне, на JavaScript вот. Кто тебе диандеринсум, это не стримеру. А в чем задача заключается? Сейчас задача заключается дернуть инфу на клиенте о событии с сервера. Как это внедрить хорошенечко. Я понял, что это Драклу ты написал, но я о том, что как ты думаешь, почему Python и JavaScript в основном вайп-кодят? Почему, допустим, вот мы вчера вайп-коднули, ну, он-то его сделал, но там надо было править. И вот если бы я не разбирался, что правил, он бы там таких делов натворил. Так. Что делал? Надо подключать. Там библиотеки легко установить. Что этот вайп-кодер написал? Видимо, вайп-1 даже писать разучивает. А клиент на чем написан? В смысле, на чем написан клиент? На плюсах. В смысле, на чем написан? Подожди. На Unreal клиент написан. Вопрос такой интересный, на чем написан. На языке.
Библиотека какая? Фреймворк? И Unreal Engine. Main контроллер. Main контроллер, вот это вот мы возьмем. Main. Да там надо разбираться, но все равно это не с нуля писать. Ну да. Но я о том, что... Не, я имею сетевая часть, что использует. Тяжелые вопросы. Мне конкретно тут просто в методе макрос один прописать, и все будет работать. По поводу вайп-кодинга. Он... К чему я вел, когда сказал по поводу того, что Python и эти? Потому что это довольно простые ребята, Python и JavaScript, и на них много информации. Допустим, вот Unreal плюсы, он справляется, но он делает ошибки, которые, допустим, если просто сказать, что вот оно не работает, вот когда ты не шаришь, да, что происходит, большой метод, допустим, вот пошел, ты просто говоришь, что то, что ты написал, оно не работает. Он там накуролесит просто таких делов, ну, просто ужас, ужасный. Так, включил. Кстати, апкаст не работает. А почему он на не апкаст? А, потому что в этот он пытается засунуть. Хорошо. Подожди, вот так. И я вот думаю, а надо ли мне, собственно говоря, надо ли мне вот этот товарищ, если он здесь, ну, если мы передадим сюда нульпоинтер, он здесь вернет нульпоинтер, то зачем нам делать это? Так, ну все... Ой, верни на место. Все остальное у нас ничего не поменялось, все хорошо. Но теперь у нас есть доступ. Доступ есть к этому всему. Какой доступ? Мультикаст. Мультикаст делегит, потому что много кто может подвязаться на него. Я написал за 1,5 месяца с помощью Кимик 2 то, чтобы я писал Гота, ну да, и с помощью чата ГПТ он для теории больше. Ну это да. Так, а что ты написал? Подожди, ты писал, по-моему, что ты написал? Голосовой ассистент. А зачем? Что он у тебя делает? Cast Delegate. Я думаю, что он просто принимать в себя будет. Себя принимать будет. И тут еще интереснее история есть. Это будет контроллер считать или это будет кто считать? Это не контроллер будет считать. Мы должны это компонента считать и пересылать эту инфу. А конкретно какую инфу? Вот тут мы сейчас застопоримся надолго, потому что датаст надо будет еще создавать и заполнять. Он должен будет найти их. То есть у нас должна быть табличка, и вот он по ней пробежал, потому что они должны одинаковые быть. Я хочу как сделать? У нас выбивает, получаем уровень, у нас выбивается, допустим, ну, по стандарту 3, да, вот, 3 вот этих вот выбора. И
если это онлайн, то, ну, надо как-то по времени ограничить. И то, чтобы выбрали. То есть, если первый игрок выбрал первый вариант, второй игрок выбрал второй вариант, третий игрок выбрал третий вариант, то выбирается рандомный вариант. Если первый и второй игрок выбрал первый вариант, а третий игрок выбрал третий вариант, то там рандом тоже между этими двумя. Но у тех 66%, у того 33%. Ну, понимаем, да? Равномерно. Ну, в зависимости, как проголосовали. А если первый проголосовал, а второй и третий не Пока проголосовали, только время открывает идет. программы игры, потом будет работа в Unity и Blender через сокет в Unity. Я еще пишу свой 3D AI генератор моделей, который будет моделить по команде голосом или по описанию в чате. А что значит работа в Unity? Как это работа? Открой мне префаб этот, открой мне этот, напиши мне этот. Ты просто сидишь, чай пьешь и разговариваешь с ним? Для этого, что ли? 3D AI генератор моделей. В команде голосом или по описанию в чате. Да где тут так? Короче, Джарвиса создаешь. Ай. Так вот, если время закончилось, то выбирается тот, кто голосовая. Ну, то есть проголосовали только за один вариант, а другие игроки не проголосовали. Выбирается этот вариант. А если время закончилось, никто не проголосовал, то рандомное что-то выбирается. Соответственно, вот эти вот карточки, эта инфа должна одна прилететь. И она должна здесь посчитаться, в этой компоненте она считается. А делегатом она триггернет, она контроллера возьмет, триггернет. Кстати, можно просто метод вызвать. Можно не делегат. А вот делегат будет, только... А можно сразу чем метод вызывать, который будет триггерить делегат. А с другой стороны, метод, который он вызовет, может триггернуть... Он может на сервере выполняться. Мы же знаем, что он на сервере. Заметь, я про Джарвиса не говорил, но да, интересно, что сразу ассоциации такие. Это оно и есть. Это оно и есть. Так. Cast delegate. Я думаю, метод все-таки метод. Знаете, в чем прикол метода будет? Потому что он вызовет его на сервере. Но мы явно укажем, что это сервер. Хотя... Он и так, поэтому сервер будет. Он триггернет этот делегат на сервере. Вот этот. Level up. Он level up. Пока такой вот будет. И потом он вызовет точно такой же... И он вызовет свой же метод, другой, который уже триггернет на клиенте этот делегат. И передаст инфу туда. И таким образом у нас и там вызов произойдет, и все будет окей. Давай прописываем эту всю историю, только это в паблик. Function. Сервер реля, Level up. Вот опять же, я не знаю, что он будет в себя принимать, поэтому... Поэтому пока пусто. Пока пусто. Пока пусто. Пока пусто. Так, это закрыть надо. Let's level up. Client level up. Так, ну он сейчас не соберет его, понятное дело. Еще идея сделать генератор игр по описанию пока, и это фантастика, но есть шанс, что возможно я для этого начал делать генератор 3D модели в Unity. Чтобы Джарвис этим управлял, в общем такая фантазия. А, это как вот это вот показали эти, как их... Google, вот эти Gemini, они же показывали вот, генератор игр.
Да, это что-то пока нереальное. Генератор игр. Мощностей у нас таких нет. Потому что он должен все помнить. А он там забывает, как в этом, там чуть-чуть повернулся в одну сторону, потом в обратку, там было дерево, теперь там дом стоит. Поэтому такая история. А по поводу вот этого генерации игр, вот опять триггернуло. Второй раз задам вопрос, но тут же другие люди, все дела. Как вам DLSS 5, который показали? Вчера или сегодня его показали? Как вам? Кто уже видел? Так, clean up. See level up. Client level up, сервер level up. Смотрите, что у нас происходит. У нас происходит вот это, вот, товарищ. У нас происходит. Точка broadcast. Ну, пока пусто, естественно. Я не знаю, что ему туда передать. И здесь это происходит. Но тут еще происходит. Level up. Херня полнейшая, у них есть одна большая проблема. Лица меняются от кадра к кадру. Я такая шляпа, просто жесть. Я не видел это какой-то генератор и... Ну, DLSS, это который генератор кадров, только они теперь сделали рендер изображения. Но это надо посмотреть, чтобы прям вот DLSS 5 вбиваешь, там сейчас такая шляпа, фу. Мне так плохо стало, я вот как увидел сразу, такая говнина, просто ужас. Но это как-то, это уже... Даки-даки литературе члуп. Несомненно, необычная игра, вдобавок бесплатная в стиме. Но не сказал бы, что создает вау-эффект. Молодец. Это вот у меня сразу мысль о том, что это какой-то... я тут проснулся и чё-то много про DLSS 5 мемом. Да. Это вот сразу мысль о том, что это какой-то и головного мозга у Хуанга. Это просто ужас какой-то. Это пипец. Это вот буквально вот... Это, я понимаю, что там именно это и происходит. Но одна из мыслей то, что вот у тебя поступает кадр. Кадр поступает. И там промпт такой: сделай картинку реалистичнее, добавь деталей и светлее. Enter, бац, картинка изменилась. И вот там вот чисто вот этот промпт вбит. И он генерит картинки. Вот такое вот ощущение. Без артефактов. 16К разрешения. Да. Так. Хорошо, мы сделали клинап, вот эту всю историю. Клинап. Это клинап будет. Это не сила лап. По-братски. Шоп начальник офигел. Вот типа такого. Сделай, чтобы было хорошо, выглядело реалистично и светлее. Ты уже играл с DLSS? И зачем? Играл с DLSS. С DLSS, в смысле играл с DLSS? Ну да. Ну, с 4 вот эти. Ну, если ничего там непредвиденного не случится, то еще часа 2 минимум. Часа 3-4 максимум. Так вот. S-level up, C-level up. Хорошо, мы это сделали. Я пока не знаю, что он туда передавать будет, но, скорее всего, он будет передавать туда либо массив вот этих дата-ассетов. Скорее всего, массив дата-ассетов. Сейчас мы создадим дата-ассет. Погнали в этот Unreal. Создадим дата-ассет. Карт. Да, карт назовем его. Он перебирать будет его. И создавать его. Давайте по очереди. Да, вот мне нравится вот такой подход, когда мы идем по очереди. То есть у нас как-то есть... у нас сейчас вот, у нас Дэс там, да, враг там помер, у нас получился опыт, мы сделали это. Теперь у нас левел, а мы идем по очереди. Вот левел мы получили, что должно произойти? Он должен выбрать из списка какую-то, да, дать нам список этих картонок. Вот
чтобы сделать картонки. Теперь идем делать эти картонки. Чё молчал? Восклицательный знак волчара. Там. Ага. Ты чё в натуре, а? Ты чё в натуре? Card base. А как я там создал этот виджеты? Card. Ну, будет карт, все. Карты. Dataset. Card base, все. И card base, а дальше они там уже расходятся. Хотя, скорее всего, не все одинаковые будут. Ну, бейс все равно создадим бейс. Полосочки, полосочки. Так. Как тебе здесь? Зачем? Просто пока обычно хватит. Так, property. Не, edit. Edit anyway, blueprint. А что по категории? По категории это у нас card base. Что нам надо? Ну, там картинка должна была, это и текстуре 2D. Описание, это текст. Он будет возвращать не Случайно только наткнулась датасы. на стримы разрабов, игр которых я жду. И чё они там? Привет. Ну, приветствую тут. Очень крутой опыт. Это хорошо. А чё за... Чё там у них за игры? Да, кстати, у Unreal есть внутри движка своя и типа GPT встроенная Да. выдает код на S. Есть у них. Но я в первой итерации пользовался, когда она только вышла. Она при определенных запросах рашит. Точнее, не при запросах, а при коде, который она выдает для блюпринтов, она крашила этот редактор. То есть ее код, который она выдавала, она крашила редактор. Ну вот. Как обычно, инди-разрабы. Один из них Щепичреп. Ух, тяжелое название какое, не слышал. По поводу возвращения вот этого dataset я подумал, там, наверное, все-таки структура будет возвращаться. Знаете почему? Потому что нам надо левел еще возвращать. А чтобы понять, какой левел вернулся, нам надо знать текущие, которые есть. То есть он должен будет забраться в общак всех этих Да это эффектов. ты просто сложные вопросы задавал, вот и крашила. Да. Только такая дилемма возникла. Смотреть ли такой стрим или нет. Ибо там спойлеры АО. О, спойлеры. Но если боишься спойлера, то нельзя.
Не блюпринты она не умеет, НГ вроде как умеет код, я не пробовал, но по обзору было прикольно. Не, по блюпринтам, смотри, блюпринты, это же тоже как бы текст. И я как сделал? Я сделал следующее. Я попросил промпт, говорю, мол, вот код, да, вот есть код. Я написал код. Там дилей что-то. Дилей поставил. И через время дилея я сделал какой-то, что-то вызвал там, printstring, по-моему, обычный. Я его скопировал, он же копирует его как текст. И я его туда вставил и говорю, переделай, вот сделай тоже, чтобы вызывался printstring, только не через дилей, а через таймер. Может, кстати, до сих пор крашит. А через таймер. И он мне выдал этот код. Если его скопировать и вставить в blueprint, то он крашил этот проект весь. Ну, то есть он... Уф. Так, и это я так несколько раз делал. То есть это не одноразовая история была. Но это было в нулевой версии. Сейчас я не знаю. Так вот, как же у нас должна происходить история? Он берет, забирается, ну, выбивает какое-то количество, то есть вот эти 3 штучки, он нашел какие-то. А куда этот таймер совать? На тике шоли ахахах. Не, ну не на тике, а в этот... на Begin Play у тебя таймер просто запускается, что, мол, через там 2 секунды напиши printstring, условно. И все, и он там крашился. О чем я говорил? Так вот, он выбивает эти 3 карточки, которые там усиление или ослабление. И он... сейчас скажу. Он дальше должен проверить, имеются ли у нас такие же карточки. Если имеются, то он должен передать, записать уровень текущий его, +1 и передать дальше. Потому что если игрок выберет именно эту карточку, то он должен будет назначить этот геймплей эффект именно с тем левелом, который в той структуре. То есть у нас должна быть структура с вот этим дата-ассетом и с левелом, как минимум. Выкатывать Джарвисов с Тиамато вместо своими и крутые я тоже должен. Да-да-да, ну там Раз на сейчас... такие подскажите, можно ли Ниагара эффекты сохранять как отдельные файлы и потом грузить их в игру из модов, к примеру? ну так это же Ниагара, это и есть, это отдельный эффект. Ну это же есть файл. Здрасте, с Новым годом. Это же есть файл. Но, скорее всего, ты не можешь его подменить условно, как там просто название изменить. Ну, допустим, у тебя есть Ниагара эффект там Fireball и Ниагара эффект там Вьюга какая-то. Ты не можешь назвать Вьюгу Fireball и чтобы он его использовал как там. Так не будет работать. Вообще не бум-бум. Но вообще это файл. Как бы. А вот как он грузит его, подмену делает, я хз там, но вообще можно. Делают же моды вот эти вот всякие там, это же так и работает. Так. Вообще, как говорится, КПТ в помощь. Так, хорошо, мы выяснили. Нам понадобится структурка, мы ее создадим. И еще одна структурка для таблички. Можно импортировать смело, если сохранить структуру файлов, которые Ниагара подтягивает. Так она тогда одинаковая должна быть. У тебя Ниагара одинаковая. Или мы про какие файлы идет речь? Потому что я сейчас подумал, это вот эти вот всякие штуки, которые ты тут добавляешь, там партиклы какие-нибудь, там... я больше ничего не помню. Там еще есть. Вот эти вот штуки. Или речь идет о том, что какие текстуры она... вот эти вот фишки, какие она текстуры тянет, модели и прочее. Вот, да, вот эта вот фигня, да. Я понял все. Так, ладно, датасет, возвращаемся. Еще раз, что нам надо? Это f-текст. А что за игра и что за голосовая библиотека, озвучивает чат?
Игра, которую я делаю, это Vampire Survival Diabloid будет вот так вот. А это шипчат озвучивает. Это мой Джарвис. Так, и в текст. Не есть игра Дисинчита на Луа, и у нее моды на Луа, и в основном файле мода у них есть, скажем так, структуры на Луа для эффектов, и там путь к внутренним собранным ресурсам на Ниагара эффекты. Ой, тяжело. Description. Description, так пишется. Есть англичане. Без текста, просто description. Потом. T-soft object pointer text 2D. Пусть будет и магия. Карт и магия. Карт description. Карт description, чтоб так, ну, было лучше. Красивее. Дальше что еще надо? Обязательно надо будет и subclass of... Короче, понял, надо ктешить на эту тему. Может получится модом добавить эффект, который лежит в моде. Ну да, надо, ну лучше не ГПТ-шить, а гиминаить, конечно, но да. Что, потому что, ну, я точно этим занимался, вот, в чате люди, походу, тоже не очень. Так и я тем более по Ниагарам, и там, я знаю, как они выглядят, все. На этом все заканчивается. Так, я... Геймплей эффект. New геймплей эффект. Нам надо, что именно он делает. Геймплей эффект. Почитай документацию по добавлению мода. Я знаю, для бендинков и сач документация есть. Тоже на Луа. МБ там тоже такое есть. Ну вот я тоже только примерно представляю, что такое Ниагара. Подожди. Где мы там добавляли его? Сейчас посмотрю. Тиса класс. Геймплей ability. Сколько дней, месяцев ты планируешь стримить разработку? Пока получается, пока есть свободное время. Ты хочешь... Добрый день. Добрый. Хочешь прифигеть? А что за игра? Зайди в этот... в... Как их? Плейлисты. Что за игра? Vampire Survival Diabloid. Gameplay ability надо. И подожди, или gameplay эффект. Подожди, геймплей эффект, осуждаю, я не то взял. Еще раз верни меня в D. Вот он, геймплей эффект, да, T-sub class off. Вот он, я не то сделал, геймплей эффект. You gameplay. А я как написал, подожди. А до этого как было? Геймпали. Геймпали. Геймпали, понятно. Так, карт геймплей, причем здесь ты правильно написал? Ой, а в какой момент ты переключился на карточную игру? Там свои приколы есть. А это не карточная игра. Ха! Так.
Все, сбился. Current gameplay эффект и магия, описание. Наим, наверное. А чардбасе что? Картбейс, что класс. Класс такой. Название класса картбейс. Наим. Картный. Там не карточная игра, но там карточки будут. Ну, точнее, там не то, что карточки, просто это и так называется, потому что по виду это будут карточки, но это не карточки. В общем. А визуал есть какой-то или только технический код? Значит, типичный вампирий Сурвиво, а не новый который. Типичный вампир. Ну, да, типичный вампир и survival. Но посерединке между обычным диаблоидом и обычным survival. Вот визуал, вот есть визуал. Все. Визуал готов. Точнее, нет же готов. Вот он, все. Все, мы победили. Так. Датасет мы создали. Теперь бы нам две структурки засандалить. Первая отвечает за вот этот карт F-Card Base. F-Card Info, наверное, вот так вот сделаем. F-Card Info. У нас есть вообще такая структура? У нас ничего нет. И вторая это как раз таки будет в этом. Structs. Визуал, это, конечно... А чё, а какая разница на визуал вам? Визуал будет DLSS 5 ставить. Промпт прописываете, какой вам надо. Это за этим будущее, вы не знали? Промпт прописываете, там, в каком стиле вы хотите. И все. И вам зарендерит. Вот на деле будет вот так выглядеть. А DLSS 5 вам все сделает. Там, захотели в стиле Borderlands будет, захотели в стиле Diablo мрачное, захотели в стиле, я не знаю, Hello Kitty. И все. Я недавно начала карточную игру делать по типу Slide и Spiri. И наткнулась на то, что хочется придумать фишечку какую-нибудь. То есть тупо на геймдизайне застряла. Вот, ну, у меня фишечка то, что карточки не только бонусы дают, то есть какие-то... Они, во-первых, скиллы... Пассивных скиллов не так много будет, которые именно что-то делают, там плюются. Активные скиллы, то есть надо будет что-то юзать. Вот эти карточки, пока в задумке то, что первый левел это дебаф, то есть это либо ослабляет тебя, либо усиливает противника, то есть что-то негативное. На втором левеле одновременно дается бонус и негативный, и позитивный, то есть который что-то делает для тебя хорошее, что-то делает для противника хорошее. Либо делает что-то плохое и для тебя, и для противника делает что-то плохое. А на третьем уровне позитивный бонус. И вот так вот они чередуются постоянно. Вот такая задумка. Запатентовано. Ничего не знаю, все. Все права защищены или как там? Странно. Интересная задумка. Угу.
Ой, что дело? Не волнуйся, это в мою фишку не зайдет. Хорошо. Да. Так, конструктор, деструктор. И понеслась. Сделаем, что по-моему. Хотя можно и без eProperty. Чего нам там? Да, вообще можно было без extract и без generated body. Ну, на всякий случай оставим. Потому что... Здорово. Здорово. Че я хотел? Нам надо вот этот левел. То есть... Не будущее, то мой генератор игр в Unity, а потом и в Unreal нажал кнопку генерации, все, игра готова, и Джарвис будет этим управлять. Да. Да, ну... Будущее это будущее. Я больше устремляла взгляд на другие игры, как Дичей Дунгеонс. Там очень много уникальных механик, и хотелось что-то подобное такому. Дикие Dungeons. Это еще Дикие Dungeons. Ну, уникально. Ну, я так понимаю, хотелось что-то подобное по уникальным механикам, имеется в виду, что-нибудь уникальное придумать. Но сейчас уникального ничего такого... Короче, уникальность сейчас что-то тяжело. Понимаешь, чем больше уникального придумывают, тем тяжелее его придумывать. Этого уникального. Там все равно uProperty надо будет, потому что он этот будет. Он засранец будет этого хранить. Да. Это и вправду тяжело. Но мне кажется, что на самом деле уникальность лежит прямо на виду, и мы ее не видим. Как ключи потерять? Наверное. Object pointer. Data asset там должен быть этот UDA card base. D card. Да. D card. D card base. Вот ты издеваешься. Ну, давайте так напишем на color pointer. Сделаем. Что еще там должно быть? Надо смотреть, чтобы они не сильно толстые были, эти датасеты. Ну, тут там и в софт засунули, все окей. А вот тут мы нифига не в софт засунули. Хотя T-сабклассу фонд сам по себе... Или он же загрузит его, правильно? Он весь класс туда засандалит. Хотя он не тяжелый, на самом деле. Gameplay эффект. Сколько он там? Бац, килобайт. Хо! 3600, понятно.
Кайф, кайф, кайф. 3600 туда-сюда гонять, понятно. А, 3600. Нормально. Но это еще плюс наши. А, хотя подожди, у нас там не, мы ж не делаем. Нифига себе мы делаем. Мы же массив там расширяем. Мы там добавляем. То есть он там не намного, но разрастается. Там до 4 может быть. И если прям очень толстым его сделать. 4 килобайта. А ну давай ГПТ спросим. Вообще имеет смысл вернуть в этот? Имеет ли смысл? Просто 4 килобайта, да. Обычно нет, я маленький. По сравнению с мешами анимации часто нужен сразу. Часто используется в ГЭС при инициализации. Загрузка все равно даст мало профита, но добавит сложности задержки при первом применении. Ну, какая задержка там? 1-2 кадра произойдет. Ну, 3 кадра это максимум. Это минимум на 3-й кадр он вызовет его. Потому что первый кадр он отправил. В этом кадре, скорее всего, не залетит, во втором. Точнее, на протяжении второго кадра ему залетит задача. И на протяжении в третьем кадре он вызовет его. То есть на третьем кадре минимум. Ну, в общем, ГПТ не советует, говорит, сильно легкая эта история. Ну, в принципе, мы-то 3 штучки передаем, поэтому не особо будет. Уже 12 килобайт полетело так-то. Я не знаю, есть ли смысл. Смысл, наверное, есть. Смысл есть. Знаете почему? Потому что... не, подожди, мы саму эту будем держать в софте. Зачем нам? Мы сам датасет будем держать в софте. Зачем нам это нагрузить в тексты всякие, там, по 16 байт. Смотрите, у нас... У нас таблица будет с этими, ну, карточками, да, сколько у нас. Он же выборку должен из таблицы будет вести. И... Если мы сами датасеты не запишем в софт, сам датасет этот, то он его загрузит. Это беда. Это беда. Нас это не устраивает. Поэтому сам датасет будет там в структуре второй. Мы сейчас вторую еще структуру будем создавать. Там он будет в софте. То есть здесь он как объект. Это мы его там и загрузим. Там его и загрузим. Ну да, можно, кстати, будет... блин. Ну, в поток, ладно, отправим в поток 3 штучки. Он сразу отправит их, если кто-то нет. Ну, напишем, это не проблема. Может, по вайпу будем даже. Так, ладно, это мы записали. Погнали вторую структуру, которая на F-Table Row Base вот этот существует для дата тейбла. Создать. Там у нас должен быть шанс. Еще помимо шанса. Ну и датаста. Софте. Больше ничего. В голову не приходит. Что там должно быть.
Card draw. Сделаем. Card draw. Create класс. Закрыть. Добавить, добавить. Давай сразу. Да. Вот здесь я не помню. Blueprint type. По-моему, оно нафиг не надо. Но это не точно, поэтому я напишу. Так, public f table row base. А, мы там написали карты инфо, f карта инфо, да. Да. Team print. Там там мы не выносим ее вообще никак, поэтому оно и не надо. Эти все штуки в ее property. Так. Как говорил, float это card chance. Card chance. Soft object pointer. Soft object pointer UD card base. Card. Так, вот сделаем card soft. Так. Хорошо. Есть контакт. Ну что, можно повайп-кодить. Как раз пойти на перерыв, сейчас задать задачу ему. Пойти сделать чайку. А какую задачу ему дать? То есть он... Что тебе не нравится? Берет подчеркивать. Просто так ему... А что ты, кстати, компилишься? Ну, ты работаешь. Это очень интересно, почему оно работает, хотя по факту оно не должно работать. Ой. По факту оно не должно работать.
Ладно, дело такое. Задача какая? Ну, задачу дайте. Что нам надо сделать? Вот у нас есть наш DES. И вот тут вот нужно написать метод level up. Level up. Ничего себе не принимает. Level up. И вот здесь его вызвать. Level up. Level up. И понеслась. То есть в level up что он должен сделать? Он должен взять data asset, data table. Наш data table, который вот здесь мы полем должны создать. Интереснее было бы, если бы оно не работало, хотя по факту должно работать. Не, такой мне не нравится. Не-не-не, я такой не люблю. Вот я люблю, когда вот оно не должно работать, а оно работает. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Потому что ты можешь сказать, а ну и ладно, работает, ну и аминь. А вот когда наоборот, ты не можешь так сказать, и надо искать проблему, понимаешь? Поле создать. Data asset, поле data table, поле data table, где у нас хранится вот эти карточки. Card row наш. Потом перебрать, выбрать рандомный. Выбрать рандомный. Блин, и, наверное, сейчас мы дадим задачу и пойдем сделаем чайку, потом вернемся и Ну, не посмотрим, знаю, что он там нам когда накодил. работать не должно, но работать тоже страшно. Значит, надо искать, почему работает, чтобы не сломать. Не, ну это да, но это, понимаешь, у тебя больше, как бы, сейчас как сказать, у тебя больше возможностей для маневра. В плане того, что ты можешь сказать, ну и ладно. А в том случае ты не можешь так сказать, тебе надо найти проблему. Но с другой стороны, когда что-то не работает, тебе как минимум компилятор может что-то подсказать. Или ты можешь по дебагу посмотреть. А когда оно работает, хотя оно не должно работать, ну, тебе ж ничего не сигнализирует, почему оно так. Вот что. Да и прикол, я в том парень битый почти всегда так начинаются мои программы. Не понял. И тут мой друг шепчет на ухо работает. Не трогай. Не трогай. Да-да-да. Не понял. Вот что-то и прикол. Там парень битый почти всегда так. Не понял, о чем. Давайте это напишем, короче, промпт. Сейчас мы вот это сделаем, вот эту штуку ему. И... Все, что мы сделали, все полетело, только я хотел сделать уж. Все, полетело. Так, он полетел, он прилетел. Гляну, он прилетел вообще. Если он прилетел... Да. Объясни, в чем смысл слова «прагма» в плюсах, как будто мне 5. В чем смысл слова прагма? В плюсах как будто мне 5. В структурировании, смотри. Если про вот эту прагму, вот, у тебя в структурировании идет такое кодовое слово. Прописываешь прагма регион, или ты... Ну да, про прагма once это то, чтобы у тебя не повторялись они, допустим. Оптимизация, ну такое кодовое слово. Будем так называть.
Ну, в данном случае ты, наверное, вот здесь ты увидел, где я использую. Я беру и обозначаю, что вот это тут прагма регион начало, прагма регион конец. И я могу сделать вот так. Ну, для себя я знаю, что вот здесь вот у меня без макросов все методы и поля. Первая, а вторая у меня с макросами. С анреловскими вот этими. Вот в том-то и прикол, я парень битый, когда не работает, хотя должно А. работать, у меня все так начиналось раньше. Все, я понял. Теперь понял, о чем речь. Так, пишем, сейчас будем вайп-кодить. Ну, мы пойдем делать чай, да? А оно будет вайп-кодить. Пишем задачу ему. Нам надо, чтобы в enemy я буду писать подробно. Я не вот это вот, типа, сделай хорошо, меня так не устраивает. Я потом разбираться, где он сделал хорошо, где плохо, ну, все равно придется, но... Так, вот здесь вот в тра-та-та. Создай поле. Поле дата тейбла. Дата тейбла. В методе level up перебери смотри три этих. Сейчас давайте так, карточки, пусть сам понимает, 3 карточки, 3 ряда, шансом. Сейчас, как ему написать, он переберет 3 их всего и все. Ты в браузере Выбери. Да. Я не подключал его сюда, тем более его нету, это этот, как его, кодекс, он на визулаку, я ничего не нашел. Плюс я не очень хочу ему давать доступ к файлам в плане того, чтобы он что-то правил. Вот это вот вообще не. Он там накуролесит мне. Сейчас он сделает, мы посмотрим, что он сделает и разберем. Как раз будет разбор вайп-кодинга. Так, метод lab. Там всегда есть кнопочка rollback, и все изменения, что он тебе накуролесит, всегда можно откатить. Не, ну это да, можно откатить. Но я не хочу, чтобы он мне их правил. Ну не хочу, мне не нравится это же, когда что-то лезет оно само. Я же не вайп-кодер в плане того, что я тупо ему пишу. Я вот просто сейчас пойду делать чай, а он Что за игра? пусть работает, так сказать. Vampire Survival Diablo. Между Vampire Survival и Diablo будет. Так. Диабло здорового человека, если что. Так, после... Регионам можно давать имя. Мы же не куколдеры. Да. Ты как программист много зарабатываешь. Ха-ха! Я безработный. Примерно 0. Примерно 0. Так. Пока не будем ему давать задачу на то, чтобы он проверял текущие, потому что ну там нечего проверять, неоткуда.
Ой-ой-ой. А, Хорошо. Все, мы составили этому. Сейчас идем делать чай. У нас перерыв. Чай, все дела. А потом возвращаемся, смотрим, что он там нашлепал. Ну, мы это копируем себе, вставляем и смотрим, что он там нашлепал. Работает, не работает, где какие проблемы и так далее и тому подобие. Все, я нажимаю, все, он пошел думать, а я пошел за чаем. Все, давайте. 5-10, максимум 15 минут. Так, продолжаем. Ого, тут написано. Привет, тут вайп-кодинг, решил шарит в том, что делает. Так, ну, не шарит. Вообще не шарит, да. Привет, чел делает игру, скорее всего, либо подмирно, либо мультиплеер. Ну, как, онлайн-то онлайн, но не совсем. Забавно, на ютубе, походу, это мейнстрим через нейронки. Просто некоторые понимают, что нейронка кодит, а некоторые чисто контролят. Ну, вот мы сейчас как раз будем разбирать, что она там наделала. И исправлять все это. Если ошибаюсь, то идет работа над синхронизацией клиента и сервера, хотя скорее ошибаюсь. Не то. Мы уже все сделали, все, что надо нам. Вот тут еще и серверная часть будет, даже не P2P. Ну и P2P тоже. Знакомый из Лондона рассказывал на днях, что с конторой небольшой стартаперской работать начал. Там гендир вайп-кодит тысячи строк кода и заставляет прогеров их анализировать и внедрять. Так, нет, сейчас по очереди нет, еще нейронки вообще хуя. Не, вайп-кодинг это сейчас мы чисто посмотреть, что она делает. Ну, блин, чай я пошел делать. Почему не заставить нейронку поработать? Так, знаешь, из Лондона рассказывал на днях, что с конторы небольшой стартаперской работать начал. Там вайп-кодит тысячи строк кода и заставляет анализировать и внедрять. Не, ну, это прикольно, это прекрасно. Так, смотрим, что она там на вайп-кодила нам. Что-то сомневаюсь, что там полезное. Так, ну, во-первых, я уже вижу, что задача не выполнена. Потому что я не вижу инклюдов. Я не вижу инклюдов некоторых. Пу-пу-пу. Соболезную кодерам, начальство с нейронками уже не стесняясь показывает, что мозгов нет. Да, так. Selected level up cards. Struct card info передал. Ну, он балбес. Он балбес, он вообще ничего не понял. Ай. Какая беда. Первое. Он, знаете, что сделал? Он вот в этом карт-инфо, он сюда засунул. Хотя я ему сказал, что вот Ты здесь прочитал вот. стартаперской работы, а у меня в голове прозвучало стартаперской работе. Он не вот этот карт Ченс взял, кстати. Давайте напишем. 0. Молодец. Он сюда добавил. Я давно никого не банил. Ладно, это не бан, это мут для начала будет, но не надо так. Не надо так делать. А помните интернет? Они уже не помним. Короче, он взял и вот эту вот фигню добавил сюда зачем-то. Он ее сюда добавил, карт Ченс добавил сюда. Вот это скопировал, просто сюда засунул. Name сюда зачем-то добавил. И софт, естественно, добавил вот этот. Интересный товарищ. Но это мы не будем делать, естественно. Нам это не надо.
Потому что ему надо специально вот это под row-base. И самое, знаете, что еще самое веселое? Он это добавил, но... Ну зачем он это сделал? Потому что он row-base не наследовал. То есть она не Там беда, row-base. что начальство не особо шарит в том, что в Алькадите при этом не хватает мозгов понять свои косяки. Это типа я спросил, умеет ли нейронка качественно кодить, а она ответила, что умеет. Прикольно. Так, дальше в контроллере. Давайте начнем с контроллера. Хедер. Попробуй Кимик 2. Химик. Это нейронка решит я? Я бы от этого попробовал. От Геминая. У них там этот, как там, Google... Что-то они выпустили, там тоже агенты этого. Не помню, как называется. Так. Const-array в карт-инфо. Да, вот это вот все правильно, он передает здесь. Да, нейронка. Const-array в карт-инфо по ссылке. А там все равно будет копия. Что касается клиента. Все равно будет копия. Card info array. Ну, тут я ручками, я не буду вставлять. Так вот напишу. А знаете почему? Потому что этот засранец, он взял его, подключил Нас сюда, а работа мы его это на антигравити осуждаем. переводить пытаются, но там пачка разных нейронок подключены. А, так это же есть вот антигравити, это, по-моему, есть от Гемина, не? Пачка разных нейронок. Успех. Помешательство какое-то на нейронках. Вот это суют куда надо и куда не надо. Вообще ужас. Так, мы сюда его подключаем, не здесь. А вот здесь уже здесь подключаем. А этот не там его подключил. За это мы его осуждаем. Кодекс или как там его? Там Include. Gemini, Cloud и ГПТ. Tracts, card, info. Здесь мы его подключаем. И здесь мы его передаем. Вот. Хорошо. Дальше, что он делал в менеджере? Что он тут в менеджере нам наделал? Он создал поля. Он создал поля. Object Pointer Data Table, но это понятно. И TRA. Но вот TRA нам не нужен. Он зачем-то вынес его. Ну, вынес в паблик. Да, в паблик, но имеется в виду в поле он вынес. Это не в поле должно было быть. И добавил Engine Data Table и Struct опять добавил. Card Info. Сюда. Header. За header мы его осуждаем. Тем более, по-моему, Data Table не нужно добавлять. Там не требуется этого. Давай скопируем. Ну, пусть здесь будет. Да, Data Table не требуется. Я не знаю, нафига он его добавил. Он, если требуется для управления, ну тогда он пойдет в этот... Ее тоже надо поправлять, но она пишет большие полноценные файлы кода, если что, это я про Кимик 2, в отличие от ГПТ, который видит минимум кода, делает пустышки, когда его просто написать полноценное. Да фигня эти нейронки. Даешь файл небольшого алгоритма, написанного на другом языке, допустим JavaScript, ты говоришь, перепиши мне этот же алгоритм на другом языке. Берешь результат, а он не работает. Печалька, да, сразу печалька такая. Так, хорошо, допустим, он его подключил, там, все здорово. Потом, чё? Это он этот. Угу. Ну тут мы все скопируем уже. Я уже готов. Так. Struct. Ну, он молодец. Он 2 раза include сделал.
Он молодец, он 2 раза инклюд сделал. Один раз. Один инклюд. Он дата table подключил и в хедере, и в плюсовом файле. Вот. Если вы не знали. То есть он вот этот вот engine data table он подключил и в хедере, и в этом. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Так, карта инфа. У меня я работает это, если я читаю колы и исправляю просто дофига примеров, даже нифига не может сделать все разу за один промпт. Так, все красное. А почему все красное? Ну вот он гений. Он взял и... Что он сделал? Он конст сюда пытается, правильно? Не, подожди. Это опять, что ли? F-card info is not allowed. А, не подключен карта инфо, точно. Мы же этот не подключили. Подожди, а где там было на конст ругался? Этих has no memory DA card soft. Это он к этому обращается, к инфо тому. Будем переделывать. Первым делом нам надо создать массив. T-array f-card info card select, давай так назовем, selected. Блин, сорян за текст, меня тут чат поправляет неожиданно, не гэп, это если что, просто слова подставляются сами случайно в сообщении. Окей. Selected cards. Сделаем вот так. Это мы уберем. Что он тут нам наделал? Он проверил data table. Молодец. Дальше он получает у нас наши ряды. Это все правильно. Чё? Попал Равин на тот свет. Дождался страшного суда. Подходит к нему ангел и ставит его в конец длиннющей очереди. Мол, надо разобраться, как положено. Тут Равин хватает ангела за рукав. Кто этот праведник? Водитель маршрутного такси из Хайфы. Как же так? Я всю жизнь молился, читал детям Тору, а он жрал свинину, пил пиво, за что такая несправедливость? Когда ты учил детей Торе, они засыпали от скуки, а когда он вел свой микроавтобус, все пассажиры молились. Так, это он тут берет return lower value от тройки до этого, то, что я ему сказал, 3 карточки. Я тоже игры делаю на Unreal. C++. Мам, Что за игры делаешь? Ну, в соло или работа? Платинронка у нас у нас есть дома нейронка. Да, так, я хочу, наверное, int. Здесь 32-й, это... Пусть будет... Что сделал? Пусть будет так. И вот сюда вот мы его ставим. Окей-доки. Так, это он его записал. Хорошо, Cards to Pick. Он его прогоняет это количество раз. Total Chance. Total Chance собирать. Но Total Chance мы будем собирать заранее. Я записался на онлайн-курсы частных детективов. Перевел им деньги, больше о них ничего не слышал. Теперь Изя думает, или его обокрали, или это его первое дело.
Постоянно забываю, что тут нельзя перенос строк и нормально сделать через Shift-Enter. И он отправляет сразу этот. И все. Так. Все, сбился. Так вот, он здесь собирает Total Chance, вот эти из Row. Он достает карт Chance, то есть все здесь правильно. Он достает вот эти шансы. И проверяет, если Total Chance... F-Mass Run Range. Ну да, чтобы понять... Так, дальше он у нас... Chance... И что страшное происходит. Это страшно, это в смысле он дальше опять обращается к этому row names и по row name. Ух ты, ё. Ну вот это надо будет исправлять. Это не дело. Вот это вот конкретно, вот эти два цикла, это пипец. Это он постоянно гоняет по ним. Нам надо будет вначале записать их и, наверное, как-то по индексам, наверное, их как-то сделать. А никак ты не сделаешь по индексам, тебе все равно надо будет перебирать их. Ну да, вот этот перебор остается в любом случае. Вот этот перебор мы уберем. Нам Total Chance, мы запишем их заранее. Вот я не знаю, мы их либо на Begin Play будем записывать, Total Chance собирать, либо мы вообще его запишем в Data Asset еще при сборке проекта. Чтобы он пересчитывал их. Я, наверное, в Begin Play, потому что разные, может, наборы карт мы будем назначать динамически. Да, мы на Begin Play его сделаем. В общем, он соберет этот Total Chance на Begin Play. Давайте сразу сделаем Begin Play. Сюда вот так. Total Chance. Я неправильно Chance пишу. Так, а Chance я еще здесь писал. Осуждаю. Неправильные надписи. Аве Моисеевич, а шо это вы идете такой довольный? Мойша, я иду покупать яйца. А куда? В Тетицель или на рынок? Так и в теплое море. Тяжело. Очень тяжело. Так, вот это мы скопируем и пойдем в Begin Play. Draw Names. Вот это вот мы тоже скопируем. И вот это вот мы тоже скопируем. Draw Names. Ладно, скопируем. Угу. Наверное, даже вот так вот. Наверное, даже вот так вот. Да. Да. Draw. Подожди. Что он за херню натворил? А зачем он это сделал? Подожди. Там же есть метод, который не ряды возвращает, а get all rows. И работать сразу с ними, с рядами можно, и с данными из ряда. Что он наделал? Минус оптимизация, все. Все. А нафига он это сделал?
Так. Вот вам и. Вот вам и. Не нравится вам, что у вас FPS мало? Вот вам и. Короче, в чем прикол? Он взял все неймы и потом по нейму обращался и вызывает вот этот find. Дело в том, что, ну, тут как бы вот эта штука там внутрь пошло. А И зачем? делает, А, э, у нас есть get all rows, вот этот. Он нам возвращает как раз-таки... подожди, там, по-моему, есть без... А, нет, там все через это. String и t-array. То есть мы сюда передаем f-card наш info. Потом надо завести f-string. Текст string. И t-array. Там он, по-моему, указатели возвращает. Сами структуры в виде указателя, да. F-item, F-card, card info. Указатель card rows. Card rows. И мы сюда передаем контекст string и card rows. Вот. Мы передали. И, соответственно, теперь в card rows у нас уже находится вот эта вот вся история. То есть мы делаем for const f-card info. Указатель, где он? Вот он. Card info. Card rows. И что у нас получается? Так, вот это вот я отнесу сюда, чтобы мы потом просто видели разницу. Здесь большой просто буквы. И вместо того, чтобы доставать вот этот ряд постоянно и проверку делать потом на него. Ну, проверка она в любом случае тут нужна, справедливости ради, потому что у нас указатель карт инфо. Хотя он, ну, он-то вернет там не null-pointer, но мало ли чего. И вот это вот все. Card info. Card chance. Card row осуждаю. Не card info, card row. Я не то передал. Card row, не та структура. Card row, вот. И здесь мы достаем card chance. И вот разница есть тут весьма и весьма огромная. Суть в чем, что он так он просто вернет все наши ряды. Довольно-таки ну, простая история. Реверс тут что-то, ну, относительно. Вот, road names, это row map, get case. Тоже простенько. Ну ладно, с этим сравнить такое. В общем, в том случае, который вот я сейчас написал, мы сразу берем все ряды, получаем, и уже перебираем их. В этом случае мы вначале берем, собираем все ключи, которые у нас есть, а потом обращаемся к этому, и по этим ключам каждый перебираем, и каждый передаем туда его. И получаем. То есть вот это, ну, это просто жесть. То есть вот это, я не знаю, во сколько раз это медленнее, чем вот это. Но этот решил вот так вот сделать. Но мы осуждаем такое. Это, нам такое не надо. Мы сделаем правильно. Хорошо.
Ну, то, о чем я говорил, что надо следить за ним. Так, Total Chance. Вот это мы убираем, соответственно, отсюда. Total Chance мы заранее посчитали. Total Chance мы заранее посчитали. Нам даже вот эту проверку, кстати, не надо делать. Total Chance. Или надо нам делать этот Total Chance? Просто если он выдаст 0, у нас всегда будет вот это срабатывать. Ну так он на брейк улетит. Если Total Chance, значит те нули. Но если его здесь и оставить, этот Total Chance, проверку на то, что меньше он либо равен нулю, то Эншури сюда добавить вот этот. И чтобы он нас хлопнул. А иначе смысла нет. Либо оставить здесь проверку. Я, наверное, здесь ставлю проверку. Что за... Я что-то лишнее собрал. Ну, верни на место. Вот это убрать, вот это вот добавить. И вот тут Total Chance меньше либо равен нулю. Есть, добавили, отсюда мы убрали. Хорошо, дальше. Идем. Дальше у нас здесь он делает range, получил, записал. Accumulate chance, это понятно, это он там добавляет их, перебирает, и вот если он попал, то есть он нашел то, что ему надо. И вот здесь, кстати, та же самая история происходит. Он опять делает перебор их через find row. Вот этот. Это прям беда. Это прям беда, потому что он это делает 3 раза. 3 раза нас не устраивает. Нас это не устраивает абсолютно. Эндроу. Где он names получает? Вот он, raw names. Но по той же самой схеме нам надо сделать. То есть забрать вместо неймов. Вместо неймов забрать этот. Либо записать их сразу. Но единственный минус, конечно, будет, это то, что у нас висит в памяти, будет двойной. Ну, чтобы, допустим, вот этот get all rows не получать постоянно, мы можем его записать здесь же, сразу в поле. И потом просто здесь его дергать, чтобы не получать при старте вот это вот. Так, card row names идет в помойку. Мне это не нравится. Через name это осуждаем. Получили этот и проверили его. Card rows на empty. На всякий случай. Card rows. Выбросили эту фигню. Это все понятно. Здесь он перебирает его поэтому, а мы через for each сделаем. For const f card row. Опа, а там же я назвал его info, да? Card info, card row. Осуждаю. Так, card row. Rows. Хорошо. И так просто вставляем его туда. Скроем. Raw names, raw name. А зачем тебе raw name? Правильно, чтобы делать вот эту вот фигню. Соответственно, мы здесь просто проверяем вот эту вот пачку. Это мы удаляем.
Card draw. Достали ченс, записали. И все. Есть контакт. Что вот это такое? Он никаких новых методов мне не давал. Что это за метод? Select level up cards. Что это такое? Он новых методов никаких не создавал. Что это за метод такой? Прикольно. Взял, вызвал какой-то метод сам у себя. Ну, так я, ну... Это не метод, это... Метод, это этот... Структура. Select level up cards. Это наши карточки. Вот эти вот selected cards. Ref. Add a new item to the... В чем разница? Зачем он это сделал? Это не... Так, вот здесь remove and spawn. Оп, он сделал. У нас такого... вообще у нас может быть такое. Card draws. Card draw. Индекс принимает, он индекс принимает, он индекс принимает. Вообще я так заметил, если нейронку попросишь сделать что-то для фронтендовек, то в принципе они справляются с задачей, а вот какие-нибудь задачки с бека или написания небольших утилит консольных печаль. Ну да, ну потому что материал, на котором они учились, вот этот вот JavaScript, Python, вот эта вот вся история, его же полно в сети, и это довольно-таки простая история. И поэтому ей все легко. А вот какая-то такая мелочь, точнее не мелочь, а сложная вещь, мелочь в плане того, что материала мало или вообще отсутствует, тут все. Тут начинается придумывание всякого. Секунду. Так, дайте подумать. Я не очень догоняю, что вот это значит, что это такое. Я понял. То есть это добавить новый элемент и сразу вернуть на него ссылку. Ну, там-то написано об этом было, но я сейчас повторил это же, но тем не менее. Без лишнего обращения, без лишнего... Это я у ГПТ спросил, что это такое вообще. Окей, понял. Интересная вещь. Так, карченс ему не надо записывать здесь. Вообще никак. Row name ему не надо, это в датасете присутствует. Ему надо картсов равен card draw. DE картсов.
А вот я ему написал, что это должно загрузиться в потоке, а он нифига не загрузил его. То есть мне через get надо делать его .get вот здесь вот. Но есть проблема в том, что он А отсутствует. еще походу Microsoft прикрыл GitHub для нейронок. Тот же Дипсок не может сходить по ссылке на открытый репозиторий и произвести анализ, говорит, что не получилось получить ресурсы по ссылке. Так кодекс же работает, там подключаешь напрямую GitHub, и он лазит по этому репозиторию. Или это другое? Там именно ты о том, что дать ему ссылку как-то, и он весь репозиторий ему. И, вернее, здесь не get, здесь load synchronous. Вот это вот фигня. Но тут вот проблема в том, что он поток застрет. Я понимаю, что там чуть-чуть, там неощутимо вообще ничего, но тем не менее. А что это за 0 поинтер? Осуждаю. Card level. Ну, card level. Card info. Card. Равен единице. Эффект. Я пока оставлю так, но он не справился с задачей, потому что я ему четко указал то, что он должен загрузить его здесь в потоке. То есть он не в основном потоке. Я написал именно так ему. Загрузку не в основном потоке. И когда вот я только открыл, я сразу сказал, что он не справился, потому что нет тут инклюдов, которые загружают всю эту историю. Хотя у него здесь... А, не, подожди, вот же он загружает. А что это за приколы тогда? Вот эти карты. А, не, он загружает. Все, я осуждаю себя за то, что я осуждаю этого. Вот за этим он записал его в софт. Я понял. А потом он его записывает в этот. Сейчас дальше проверим. Хорошо, все. Тут он справился. Все. Отзываем свои претензии. С этим мы не отзываем свои претензии. Он берет индекс, а remove не add, а remove просто. Remove. Remove. Что ты хочешь? Ты хочешь это, что ли? Нет. Все, он здесь указатель. Ссылка. Ссылка на указатель. Так вот это делается. Констами просто надо меньше обмазываться. Ну, вообще это опасно. Вообще это приведет к крашу. Тут, конечно, брейк это не приведет к крашу, и потом он заново-то будет его перебирать. Но для безопасности там через итераторы, это create итератор, нужно делать его. Dangerous, по-моему, так пишется, или как там Dangerous пишется? Dangerous. Да. Dangerous, все. Все, это мы изменили. Вот этот вот мы удаляем. Товарищи с его файндами и прочим, это нам не подходит. Дальше, SoftPass. У него здесь T-Race SoftPass. Он собирает их в массив, чтобы сразу массивом туда передать.
Но он не делает одну маленькую проверку. Он не... он их просто бросает, там сам разберется. Не загружено, так загрузится. Но если он все загружено, дело в том, что он получит на следующий кадр тогда задачу. На второй кадр. Где-то на второй кадр получит эту задачу. Вот это вот выполнится где-то на второй кадр. Так, хорошо. Selected cards. Какой красивый. Так, хорошо. Карта инфа. За этим ты его и записал здесь. Софты передал, а потом в этот засунуть, да? Бла-бла-бла. Там же пас. Selected parts. И тут мы возвращаемся к тому, что, ну, при такой записи, да, нужно Selected Card сделать там, чтобы был. Но можно его таскать, конечно. То есть никто нам не мешает его сюда передать. Selected Cards этот. Какой-то конст ты задолбал. Он его ж менять будет. Типа вот так вот сработает. Но дело в том, что мы его не перезапишем тогда. Нам надо его перезаписать. Плюс также нам надо софты передать. Софты-то мы передадим. Такое дело. Создадим массив с софтами этими и передадим. А вот... вот это мы не передадим. Чтобы он изменил. Ну как, мы его можем записать. Передать, записать. Передать, записать. А зачем передать, записать? Подожди. Подожди. Не-н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 е. Подожди. Все попроще. Все куда попроще. Смотри. Мы создаем TRA. TRA T-Soft Object Pointer. UDA Card Base. Soft Cards. Такую вот вещь мы сделаем. Soft Cards. И вместо того мы его сюда, наоборот, будем добавлять. То есть это он будет добавляться сюда. Мы ничего не делаем с ним. А зачем мне возвращать его этот?
И вот он равен софту. Все, вот это мы убираем. Карта инфа нам не надо. Вот такую вот фишку мы делаем. С другой же стороны, мы вот этой вот фигней можем не страдать и сделать просто .add. .add и передать туда card row, вот это D, и все. И не выпендриваться. Так, хорошо, есть. Потом soft pass он записывает. Soft pass он должен select вот этого товарища. Его перебирать. Soft card. И мы из него достаем card soft pass. Мы вот это убираем. Soft pass cards. Вот этот просто вот так вот делаем. Таким вот образом. Все, и он его заполнил, все добавил. Дальше в exist, да, все понятно. Selected cards. Selected cards у нас пустой, он нам здесь не нужен. Он у нас уезжает туда, в лямбду. Сюда вот он у нас уезжает. И здесь он у нас создается. Здесь мы его ничего не передаем. Хорошо. И что у нас происходит? Происходит у нас следующее. Он, так как его получил, вот этот софтпасс уже есть. Софтпасс. А софтпасс мы не передаем. Select soft cards. Вот этот мы передаем. Soft cards мы передаем. И мы с ним работаем. То есть как мы работаем? For t-soft object pointer. Что там? UD card base. Подожди. Вот так вот. Ну да. Угу. Есть, мы с ним работаем. И мы из вот этого карты спрашиваем if card.get. Мы узнаем, загружен он или нет. Если он загружен, то тогда select cards .add default getref. Fcard info. Card info. Я сейчас дам больно конст. Инфа. Так, вот равен. Так. Есть card info получили. И вот здесь точка card level. Dcard делаем. Dcard равен card. Card.get. .get. А вот card level. Card info. Card level. Какая единица? И туду, которую я удалил, надо записать заново. Туду. Get level from existing game. Get existing same gameplay
эффект. Все, и знак восклицания, что прям страшно было очень. Хорошо, еще что? А все, в принципе, больше там ничего нету у нас. Так, вот это у нас улетает в помойку. Дальше он здесь World проверяет. Я бы вот эту проверку отправил. World проверяет. Красавчик. Я ему уточнил, что есть у нас отдельное поле выделили мы специально под контроллеры. Вот. И он не допер, что вот это вот поле можно использовать. И он здесь берет его и сам получает. Кастует и приводит. Но нас это не интересует. У нас есть Player Info. И мы работаем с ним. Нам World не надо. Нам это все не надо. То есть у нас for F player. Player info. Ну, const. Потому что мы его не трогаем. Player info. Player info. Тебе не нравится const или я тебе не нравлюсь? Не, надо читать. Из Wix надо достать. This, он же не в этом работает. Он верни на место. Ой-ой-ой. Что такое? Очепятка. Так. If player info. Player controller. Ой, молодец. Должны вызвать у него S-level up, то есть player info, player controller, S-level up. И мы должны передать туда вот этот array selected parts. Все. Вот она какая история, видали? С тем все по-другому. Ну, что можно сказать? Я хз, это вообще работает. Сейчас F7 нажмем. Ну, не ругается. Но-то не работает, понятно, еще. Потому что там все пусто, ничего нету. Но, тем не менее. Как можно оценить то, что написал этот? Ну, на 5,5. 5,5 баллов можно поставить. 6 с натяжкой, если хорошее настроение. Да. То есть то, что Find он, конечно, это прям беда. Это прям беда. Это очень большая беда, то, что он Find, и притом он это сделал несколько раз в одном в одном методе он несколько раз Find вызывал. И это все в циклах. Это прям беда. Еще можно, конечно, вообще вынести его. Но я уже говорил об этом. Но... Хотя это же указатели все равно. Сколько они там байт будет? Ну, понятно, что сам указатель 8, но их там сотни могут быть. Этих указателей. Сотни указателей это плохо. До килобайта. Ну, если там сколько? 100, 110, 20, 120, 125. Получится 125. Это уже килобайт. А карточек может быть как раз таки около сотни. Но вот как раз таки килобайт сэкономим. Для сервера причем.
Ну, посмотрим. Будут проблемы, будем выносить. Не будет проблем, не будем выносить. Ну, погнали, создадим сейчас табличку. Создадим табличку и посмотрим, работает. Как оно работает. Я тут недавно осознал, что если есть вред на говнокодить, то лучше говнокодить. Сделать проще простые вещи, которые скорее всего не будут масштабироваться. Это да. Это true. Так, у нас тут дата тейблов нету. Создадим дата тейбл. Дата табле. Дата табле. Пока просто сюда. Дата тейбл. А потом через год-два смотреть на свой говнокод и думать: ну ёп, ну кто так делает? Но это классика. По-другому-то не бывает. DT Cards. Будет так. Какой шанс? Давайте сделаем. Давайте сделаем как-то. D-кард еще нужно ввести его. Здесь cards. News data asset. Place. D-card test 1. Кому не пофиг, что под капотом, если она работает. И исправно работает. Но это истина, да? Как я общался с человеком, сеньором Помидором, бизнесу первоочередно это время. То есть, как бы... Ну, если условно тебе дали неделю, а ты такой уже вторую неделю сидишь и такой: сейчас будет, я там так написал кайфово, там вообще песня. Ему пофигу. Человеку, который оплачивает этот банкет, ему вообще так плевать, что там ты делаешь. Ты просрал уже целую неделю лишнюю, условно. Поэтому такие истории. Так, ну это пока пусто. Да все, в принципе, пусто. Вова. Первоочередное то, чтобы оно работало. Потом, если ну, мы смотрим с точки зрения бизнеса, да? Первоочередно это оно работало. Второе, это уже если оно что-то важное, это ты уже там начинаешь вот, все всякие там, смотришь, чтобы оно нормально взаимодействовало со всем остальным, там архитектура, чистый код уже обрастает. Это, ну, если для команды, допустим, там как-то все это вот. Короче. Так, я не хочу это в этом делать, я хочу это делать вот здесь. Давай, я просто иконки разные шлепну сюда. И все. Я работал одно время в компании по оптимизации сайтов. Вот нам такие присылали сайты, мы за головы хватались. Не, ну смотри, ну а как ты, а что ты хочешь сказать? Лучше вот просрать дедлайн, но сделать хорошо, хотя тебя об этом не просили? Или как, ну, тебе дали время, ты его оцениваешь, что у тебя времени хватит только сделать по-говеному. Ты приходишь и говоришь: ну, за это время я сделаю только так, чтобы оно работало, а не правильно. Тебе говорят: ну и ладно, и делай. И все, ручки чистенькие получаются.
И если говорят, не, нам надо хорошо, и ты говоришь, ну на это уйдет 2 недели, допустим, чтобы делать хорошо. Тебе говорят, хорошо, делай как хорошо. И тогда все хорошо. Просто вот такая вот история. Если, ну а если тебе просто перестали перед фактом, ты делаешь то, что ты успеешь. Ты должен сделать за это время. Все. Ну если ты сказал, что могу сделать так, то ладно, а не втиху. Не, ну, слушай, если тебе дали месяц, условно на какую-то, ну ладно, давай не месяц, давай что-нибудь попроще, там, какую-нибудь неделю, да? Неделю дали. И ты такой думаешь, ну, в принципе, я могу сделать по-хорошему за неделю. Но я могу сейчас наговнокодить за полдня и сидеть, ничего не делать все остальное время. А давай сейчас наговнокодить. Вот это параша, это какая-то, ну, это херня полная. Ну, это какое-то, как-то, халатничество или как это назвать. Вот это мы осуждаем. Ну, а если тебе дали неделю, и ты понимаешь, что, ну, тут только говнокодить, тут по-другому вообще никак. Ну, то есть тут прям забить на все и херячить. Просто, чтобы оно заработало, это совсем другая уже история. Извольте. Как оплачено, так и на... Так. Значит, у нас их 4. 5. Тут согласен. 5. Все по 5 сделаю. Ну, это тестовое все. Относить эти штуки не собираюсь. Все, есть. Зашлепали. Теперь мы идем сюда. Ага. Ага, указали. Можете вкратце сказать, что за игру делаете? Могу. Что-то между Vampire Survival и Диаблоидом. И Диабло. Не просто Диаблоидом, а Диабло. Чаще наоборот, ты неделю морально готовишься к качественной работе. Потом приходит последний день, и у тебя остается выбор только говнокод или говнокод. Это классика, все в последний момент. Тут без вариантов. Да. Все в последний момент. Так, значит, вот тут мы левел получили. И вот тут я бы хотел брейкпоинт поставить, а я его не поставил. Надо было поставить. Лёп. Раз. 2. Give ability code with invalid class. Это, походу, enemy дальше там вызывают. Так, но у нас пока это... Чили. Cards внутри, логично. Я осуждаю. Я не вернул его сюда. Не, подожди, не вернул его сюда. Он же все здесь правильно. Что-то я... Враги, если будут темного цвета, будет как в том мемасе с диваном. Наверное. Я не знаю, о чем ты. Я не понял. Так. Брейк. А чё, брейк? Подожди. Что-то не уследил. 6, да? 6 выпал. Вот этот 5. 5 не получилось. Следующий берет 5. 10 уже. Значит, получилось. Он добавляет. Все, у нас тут тест первый, тест третий. Хорошо, подходит. Дальше выбивает и заново проходится по нему. Чёт камера залагала. Да, где? Я просто не двигаюсь. Или мне постоянно танцевать надо. Норм. Так, chance. Вот этот selected cards. А что это он решил проигнорировать?
Осуждаю. Вот этот ремув здесь не нужен. Это мы будем по-другому делать. Вот этот ремув из-за того, что мы убрали этот пересчет, перерасчет этого постоянно, он нам вредит. Он ломает всю логику. Вот это убрать. Dangerous. Вот это вот правильно, что dangerous. Это мы осуждаем. Так, я хочу прямо сейчас убрать его. Мне он не нравится. И перезапущу на всякий случай. Молодец. Вот это мы убираем. Но от дубликата мы должны спастись. Дубликата мы как-то спасемся. Что-то я придумаю. Но это потом. Сейчас я не хочу. Так. Так. Давай, оп. Оп. И что у нас тут? Select cards. Вот у нас 3 карточки. Правильно? Правильно. А какие? Четверочка, первая и первая. Ну вот, как раз таки дубликат. Дубликат нам будет как-то его брать. Самое простое, это что можно? Это опять перебрать, найти на такое же. Если он такой же, то ну, типа continue. Точнее, не continue, а здесь break. И он просто заново запустит его. Хотя он увеличит его на единичку. Это мразь. Значит, там while do надо делать. While do и самостоятельно отнимать. Ну ладно, это все потом. Сейчас это не столь важно. Мне кажется, я разгадал, как работает твоя энигма. Ты скачал ее? Ну, это последнее вот это у меня висит. И что именно, как работает? Она шифрует, да, поэтому он, там есть метод в Unreal шифрования. Что именно разгадал? Там много есть загадок в энигме моей. Так, он отправил это загружаться. Нам сюда надо. Вот, откнулись. Откнулись, хорошо. Selected cards. Он там на empty, он его добавил. Я про старую версию. Я не помню, что это подразумеваешь под старой версией, но... А что именно разгадал? Вопрос. Так, selected cards вот уже 2. Как раз таки тест 4, тест 1, все правильно. И вот он его заполучил второе. Раз. Потом он взял плееров вот этих. Он единственный пока что здесь. Все верно. И запустил в нем серверный метод. Да, ты издеваешься. И все, и выход. Пошел ты, ну слушай, ну дай мне проверку-то сделать. Думаю, там используется тот же самый метод, что в бесконечной библиотеке. Что за бесконечная библиотека? Какой метод чего? Я так... Слушай, я не понимаю. Что именно ты разгадал? Метод обычное шифрование, если ты про метод, как он шифрует, обычное шифрование, которое у ёпиков есть. Это шанреловская история.
Если ты про то, что на чистых плюсах, когда я писал этот шифровальную эту энигму, то там просто формулу я засандалил обычную, все. Ну, как обычную, необычную, с головы придумал. И все. Или ты про идею о том, как сделать осмысленный текст, чтобы был. Как шифровать осмысленный текст, что я озвучивал. Но это я не реализовал. Но идея, как это сделать, есть. Глянь в интернете, говорит, что такое бесконечная Ну библиотека. глянь в интернете, что такое бесконечная библиотека. Так, ну вот он все передал нам. Вот он 3, 3, 2 здесь. В интернете что такое бесконечная библиотека? Ты молодец. Давай глянем. Сейчас ГПТ новый чат создадим. Что такое? Что такое? Бесконечная библиотека. Бесконечная библиотека. А у тебя эта идея, эти библиотеки содержат все возможные книги, которые могут существовать. Что не то, да? Представь, есть алфавит, например, 30 есть фиксированная длина книги, и тогда все возможные комбинации в такой библиотеке будут сериальные книги, которые уже написаны все книги. Главный парадокс, хотя есть все значения. Ну, идею я понял, а при чем здесь шифр, или я не понял? Я не понял. Не то, не. Если эта концепция, это оно, то не, это не то. Короче, я так и не понял, что ты расшифровал и каким образом, как это касается этого, моей энигмы. Да, если кому-то интересно. Там, кстати, нет ссылки, да, на энигму. У меня в описании, по-моему, нет на энигму ссылки. Ну, видимо, не разгадал. Я имел в виду про осмысленность. А, про осмысленность? Не-не-не-не-не, там очень хитрая история, там не... У меня там еще и идея появилась по поводу осмысленности, как сделать, чтобы было еще лучше. Но не, там не. Ну, это, конечно, сказал старая энигма. Это даже не рожденная еще энигма. Хорошо, у нас есть это все. То есть мы сделали эту штуку. Вот это мы достанем из этого. Из геймплей эффектов. И, скорее всего, я, наверное, это все в метод засуну, если честно. Я вот это оберну в метод. Или какая разница, через Vixis доставать буду. Потому что Vixis все равно проверить надо, а входящие параметры ты ничего с ними не сделаешь. С ними ничего не сделаешь. С ними ничего не сделаешь. Ну окей. Хорошо, мы получили этот массив, с этим массивом мы будем работать. То есть у нас нашего контроллера подписываются и будут получать эту как раз таки информацию. То есть мы будем брать и передавать сюда вот
вот этого покемона. Вот здесь у нас все полетело. Вот здесь мы его передаем. Здесь бац, и все. Виджет у нас подписан. И он берет и отображает его. Просто берет и ставит отображение. Единственное, что... Мы, наверное, сейчас замудрим. Знаете, в чем суть? Нам надо, чтобы виджет кликнул по вот этому. И нам отправилось... ну, событие. Как бы вот именно вот этот выбран был. Можно, чтобы виджет как бы, ну, отправлял самостоятельно сразу в контроллер его. А он контроллер получит, потому что ему надо подвязаться под этот. То есть можно сделать так. Можно немножко перемудрить и сразу передать делегат сюда. И он его Хотя какая разница, что за бред? Не, тут нет смысла какого-то такого. Он и так будет о нем знать. Нет, он не будет о нем знать. Он и так его может, он и так может получить. Если мы получаем доступ, он и так его может получить. Нет смысла. Это был бы смысл, если бы мы передавали его как-то через кого-то там, который не знает этот... Как-то так передавали, а так нет смысла. Просто у нас есть тот, кто управляет этим. Это вот этот виджет. Карт-чойсер. Вот именно он будет заниматься... Ну, открой хедер, пожалуйста, спасибо. А теперь открой... вот же плюсы, да. Ну, подвинь. Ну, ёпт. Вот так, да. Вот у нас есть вот этот чойсер. Это как раз-таки, который менеджет. И в нем содержатся эти все карточки будут. То есть у него как раз есть этот horizontal box. И в него мы добавляем эти карточки. А вот сама логика карточки, когда мы кликнули, вот у нас есть карт. Отдельный виджет карт. И когда мы кликаем, именно он должен будет взять и триггернуть вот этот делегат. И на инициализацию, вот уже я создал тут метод, он как раз таки и примет этот делегат. А достанет его чойсер, когда он сам будет на свою инициализацию, он подпишется на делегат вот этот. Он level up. Он level up, он подпишется на него. И заранее запишет... контроллер он запишет. Да, этот не надо записывать заранее, там указатель. Все равно его потом узнавать. Сразу контроллера. Да. Контроллер запишем. И когда вот этот init будет происходить, init карт, init widget карт, то есть создание карт, потому что карточки у нас... Мы выбрали карточки, он очистил этот виджет horizontal бокс, очистит его, и сам-то он дальше продолжит висеть, сам виджет. А новые карточки, когда он будет создавать, он контроллер залазит и туда засовывает этот делегат, передает указатель там, чтобы когда мы кликнем по карточке, карточка нам триггернула этот делегат и передала в него информацию. Но она передаст на клиенте, а подпишется на этот делегат сам как раз таки контроллер, и он вызовет у себя всякие разные штучки-дрючки. Ну а какие он вызовет? Подожди, я твою душу любил. Это все не так. Это ой как не так. Мы же хотим, чтобы он выбирал его. Ну, в плане того, чтобы 2 игрока было. Вот у нас таймер, там, бла-бла-бла. Можно пока забить болт, потому что, я как говорил, уже делается это... Все, забиваем этот болт. Сейчас это делается, потом там переделать. Просто сейчас мы засунем просто его в контроллер, и там будет весь триггер сидеть и делать. Но в другом этом он не только в контроллер, он должен будет отправить... Какая логика там?
он отправит на сервак и запишет, что вот этот игрок пометил вот этот вот виджет. Ну, точнее, вот этот вот выбор сделал. Другой игрок вот этот вот. Все сделали выбор. Если разный, там, ну, как я говорил, рандомный выбрать. Если одинаковый, то именно этот применить, и он применяет его. То есть там немножко другая логика. Вот она как раз-таки должна будет на сервере происходить. А здесь, так как у нас единственный, он как бы нажал, все, уже полетел. И вот это как раз-таки в этот момент, здесь метод напишем, нажатие на нажатие, и он отправит в контроллер и пуф. И пуф. Давайте напишем этот делегат. Тоже Team Multicast. Потому что, скорее всего, будет несколько подписчиков на него. Делегейт будет пока пустой. Он карт. Что если это выбор? А выбран как будет? Выбран. Selected. Не, другое слово есть какое-то. Card selected. Ну ладно. Слово selected забыл. Тоже бывает. Есть контакт. Есть контакт. Ну что, погнали виджет тогда делать? Я думаю, сегодня начнем. А в следующий раз уже доделаем. Уже будет... Пойдем к этим, к геймплей-эффектам. Будем создавать их и смотреть, как они взаимодействуют там с чем? С вот эти левелы все, как они добавляют, отнимают. Ну, добавляют, отнимают, все просто там. Зачем я его заново запускаю? Кто знает. Кто-то знает. Init widget card choice. Ага. Паблик. Наверное, паблик, да, мы оставим. Контроллер. Play on level up. Хорошо, погнали. Ну, давайте сделаем на этом. Так, оки-доки. Хорошо. Main контроллер. Мы его записали. Контроллер равен get opening layer. Тут, конечно, контроллер.
С... Sorry. Текст. Контроллер 0. Pointer. Хорошо. Если он есть, значит что? Значит, мы из него достаем и подписываемся. То есть этот main. Контроллер, он он level up. Level up. Broadcast. Add new object. New object. This. Надо будет, кстати, отвязать потом. And даю. Так. Так, UV card. Choice. О. Active destruct in with level up. Какой там, что там? Ой, молодец. Так, native destruct и level up. И сюда прописываем level up. А init card все-таки повыше. Да. Хорошо, все, мы подвязались. Теперь на native destruct я бы хотел отвязаться. Супер. Native destruct. Что за... Такую вот вещь мы сделаем. Хорошо. Я думаю, хорошо. Дальше. Дальше. Что дальше? Дальше нам надо создать вот этих карт. И карты мы будем создавать заново. Карточки мы будем создавать заново. Или мы не будем их создавать заново, а будем просто invisibility менять. Или не будем создавать заново, а создавать заново. Ну, там, в принципе, дофига, слушайте. Создавать заново 3 картонки, IC4, IC5. Заново постоянно создавать их. Сколько он сейчас весит, когда он пустой? Привет, килобайт. А это он пустой. Вообще ничего нет. А там будет дофига всего. Поэтому мы, наверное, будем его скрывать. Если мы будем его скрывать и постоянно делать, тогда нам надо их записать и создать их на инициализации. То есть у нас есть инициализация и скрытие. То есть базование скрытое. А level up как раз таки пройдется по ним и передаст им всю эту информацию. И передаст им эту информацию. Смотри, уже даже счетчик дней не ведешь. Ну да.
Ну, сегодня второй день. Но тут просто в чем прикол? Этот проект я начал как бы, не с тех же дней, когда стрим начался. Поэтому я фиг узнает, сколько там дней прошло. Как бы невалидно. Невалидно. Я думаю, все-таки записать или нафиг надо? Вставать будем. Память сэкономим. Сколько? 8 на 3. Кто умеет умножать? 24, по-моему, да? 24 байта сэкономим. Так, подключаем Horizontal Box. Components. Horizontal Box. Horizontal Box. И также подключаем виджет. Вот этот. Widgets. Vcard. Потому что нам надо его сейчас создавать. Также, так как мы его создаем, я вот здесь хочу видеть ее property. Edit anywhere, blueprint, blueprint read. Это на тебя так цены на оперативку повлияли? Да. Да, я стебусь в основном. Надеюсь, Ну, с с этой покончишь раньше, чем за год. Ха! Да я могу, знаешь, забить болт прям супер рано. Да я стебусь по поводу того, что там 8 байт. Ну, конкретно 8 байт я стебусь, но когда там килобайты вот эти вылетают, это да. Тут надо подумать, что там именно в оперативку именно отправить, или все же не отправлять его, а заново посоздать. Ну, тут мы в оперативку все это отправим. Пусть висит. Так, категория... Что-то... Хуисер. Purchase. Widget Purchase. Цены на оперативку, да. Цены на оперативку, это весело. Я наконец-то успел вовремя, так сказать. Я мощно так затарился. Заапгрейдился. Ну, закупился, звучит, как будто бы я, не знаю, ну, ящиками закупился. В смысле, я просто купил себе комп, собрал и прям вовремя. МБ сделаешь, как сделаешь, а потом будешь рефакторить по обстоятельствам. Так я и так сейчас сделаю, как сделаю. Ты просто мысли... Не, я могу как просто сидеть молча, знаешь. Не рассуждать там вот это шуточки из разряда там 8 байтиков сейчас отправим, сэкономим. Не рассуждать, это же просто рассуждение. А там... Так, мне надо t-subclass of... Это все сделаем, как сделаем. МБ сделаешь, как сделаешь, и забьешь на рефактор. Это тоже как вариант. Это тоже как вариант хороший. Так, хорошо, это класс для создания. Нам-то и перебирать его не надо, мы же создаем его. Здесь что мешало сразу её создать, именно как выделить, если у нас... но тут дело в том, что у нас может быть их не 3. Понял? Понял, да. Ладно, будем создавать. Все, я передумал. Будем создавать его заново. Будем создавать заново и заново. Здесь на левелапе мы будем перебирать его, и жизнь будет прекрасна.
Ой, что делаю? Ну, сделанная быстро не зарефакторенная игра, сделанная хоть как-то, лучше, чем зарефакторенный набор механик без геймплея. Это да. Так, у нас есть вот этот. Так, идем по порядку. Мы подвязались, мы этот есть, мы его не создаем. Потом мы... Это мы там можем отвязаться спокойно. Запустить анимации после клика. Мы же отправили его и скрыли, поэтому нам ничего там не надо. Так. Могс, контейнер. А зарефакторенная core механика, завернутая в плагины, еще лучше адского монолита. Так. Ну ладно. Так, ему овнер надо. Там, по-моему, овы. Там дело в том, что вот этот он там просто возвращает. Там есть именно поле какое-то, которое можно навернуть. У него поле записано без каких-то методов. Я не помню, get ovner, get... Не get, а ovning player. Player какой-то, как-то оно там... Что за конд? Мне не нравится, это какие-то янамы тут. Ладно. Ну, в нашем случае main контроллер. Шляпа, получается, мне не нравится. Такая вот история.
Все, это child, но перед тем, как это child, он должен его инициализировать, то есть запустить init. Init, init widget card. Только что, правильно. Он там еще ничего не принимает. Я бы сразу передал fcard info. Я же не пользуюсь ее здесь, значит, здесь она не нужна. Нам, в принципе-то, что передавать. Чем лишние инклюды. Так. Инфо полетел. И все. И нифига не все. Тут то, о чем я говорил, то, что он должен будет подвязаться под инфу. И по-хорошему нам как-то сделать это надо красиво. У него есть вот этот card info, он должен будет его скопировать, то есть он копию все равно сделает, и передать эту инфу туда, на выход. Как он это делает? Он сохранит, но у card этого card choice, card select, on card selected. У нас будет здесь t-delegate void в принципе, да. Блин. Ну да. Const fcard info. Инфа. Ссылки, пожалуйста. Это он card selected. То есть это означает, что мы нажали на нее. Мы нажали на нашу карту. И он возвращает ее. Ее возвращает. А вот сюда вот мы запишем. Card info. Все. И он хочет в хедер теперь ее. Есть card info. И... card info. Хорошо. Ну, дальше, понятно, он там всякие там картинки назначает, все прочую фигню делает. Сам факт того, что вот здесь нам нужно подвязаться из него. Кстати, проверку вначале сделать, что вообще создался он или нет. Беда будет. Он card selected. Add new object. Это же одиночный, то есть bind. Bind new object. Choice. Protected. Card selected. Const.
Так, а вот насчет отвязаться, там начинается приколюшка, потому что э, э, кар- э, там же можно, по-моему, selected. Unbind. Unbind. Мы здесь его отпишем, то есть не там будем, на всякий случай. Я помню, что с этими были приколы ребятами. Destruct. Давай. Так вот сделаем. Здесь супер. Destruct. On card selected.unbind. Он как раз единственный, поэтому тут все очень легко и просто. Multicast. После шарпов плюсы кажутся такими унылыми. Почему? Картины нет, да, вот это вот его. Нет, нельзя все через точку обращаться, вот эта вот вся история. Так, карт-класс. Бла-бла-бла. Мы подвязались, мы этот единственное, что тут надо спросить, if не карт widget, то continue. Хочу видеть. Так, и добавить его туда. Все, мы инициализировали, и мы подписались на делегат. На этот. А когда карт selected, он дальше там берет и отправляет его куда надо. И мы не записываем лишнее. Здесь мы, конечно, делаем проверку, когда он клик этот происходит. Как мы делегат назвали? Он карт selected. Main controller. Card selected.broadcast. Broadcast. И теперь мы точно знаем, что он принимает вот этого покемона. Оп. Карт-инфа. Единственное, что вот это... Брать. В принципе, подготовили. Все подготовили, все сделали, все должно быть хорошо. Да. Ну, это если поверхностно, то в целом так, как ты сказал, и дальше по списку. Ну а так просто в целом там весело код писать. Ну, там в одном файле все. Ну, не в смысле все, а в смысле объявления и методы. Объявление и реализация все в одном файле. Может быть, это весело. Постоянно возле каждого public protected пишешь, возле каждого метода, возле каждого поля. Что еще там веселого? Ничего веселого больше там нету. Ну, для меня такое дело. Так, мы создали эту всю историю, и дальше нам надо идти и создавать вот этот карт. Я предлагаю сейчас открыть просто его, набросать и понять вообще, что у нас там будет. То есть какие магии, какие боксы, какие там не боксы, какие тексты и прочее. Вот эта вся шляпа. Как он вообще выглядеть будет. Или там подобие.
Виджетс. Класс карта. Подожди, я хочу вначале по почку. Картс. Давай так. Картчойсер полетел. VBP. Карда. Чойсер. Чойсер? Ой. Хойсер или как он там? Хойс. Просто Хойс. Виджет карта обычный. Карта. Так, откроем карту пока что там. Ну, по классике давайте сайзбокс какой-нибудь засунем сюда, засунем бордер. Все супер классических, какие-нибудь 5, 6, 7, 8. 8, наверное, даже. Восемь, потом на бордер vertical box. Vertical box. Потом текст. Потом, наверное, я хочу и маги видеть. Но и маги я хочу видеть... Как я хочу и маги видеть? Плюсы на Unreal максимально неповоротливые. 10 раз подумаешь, прежде чем начать что-то реализовывать. А на шарпах Unity шлепнул. Если не понравилось, сделал что-то другое, заменил. Ну, в этом плане, да, если ты что-то сделал, ну, ты поменял что-нибудь в этом, тебе надо все закрыть, F7, F5, запуститься, начинаешь что-то делать. В этом плане, да, там ты поменял и вжух, и все, ты же об этом. То есть начинается вот это вот в плюсах: подключи первое, подключи второе, подключи третье, потом его кучу всего. Ну, конечно, да, да, да. Ну, да. Так, текст. Именно. Дальше я хочу... знаете, что я хочу? Я хочу, наверное... Оверлей. Я хочу оверлей. В него я хочу магия. Зачем именно оверлей? Чтобы что-то еще дополнительно добавить. А пока пусть будет в оверлее. Потом я хочу еще один текст. Ага. Пока хватит. Я понимаю, что там еще уровень есть, но я текст-блок name. Name. Вот этот будет текст-блок. Текст-блок description. Description. И магия тут как бы... Магия тут как бы и магия. Есть. Давай кастом. Избавились бы в Unreal от помойного визуального программирования. Да добавили бы нативную поддержку шарпов. Эх. О!
Шарпы. А каким образом там шарпы тебе, если у них, ну... Почему шарпы? Потому что ты их знаешь. Это чисто вот история. У них же верс есть. Они вроде кто-то там рассказывал, или я и сам слышал, что вот этот Unreal 6, который выйдет, там будет верс. У них поддерживаться. У них же есть в этом Unreal'овском, в фортнайтовском вот этом редакторе. У них же верс там свой язык. И вроде они хотят его в Unreal засунуть. И будем на версе писать. Вот так. Так что твоя мечта почти сбудется скоро. Относительно скоро. 200. Но это минималка. А почему он минималку не тянет? Ну, вообще пофигу, да? Я кастом дизайнер. Ну, что-то из разряда должно быть 600. Это, наверное, много. Это дофига. Поэтому сделаем так. 400, 300. Так, текст у нас по центру. Паддинг сверху. Там какие-нибудь 5. Господь. Да ну вряд ли он дальше форточки уйдет. Так, в смысле дальше фура? Так они об этом... я не помню. Мне это либо кто-то говорил, либо не в презентации, а в интервью. Как его? Свиньи этот. Тим Свиньи. Он говорил о том, что вот в 6-м они туда его добавят. Follows the channel. Благодарствую. Так. Вот это тоже по центру. Так, диск, репатион. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, во-первых, 24, во-вторых, какие 24, даже 18, но бла-бла-бла мы сейчас увеличим. Таким вот образом. И вспоминаем, где у нас перенос строки идет. Будет этот. Так. Вот, в wrapping, в wrap текст. Вот, есть контакт. Ага. Так, вот это до 26, я думаю, уменьшим. Name. Блин, 26 он может не поместиться. Надо, наверное, меньше сделать. Его где-то 20 просто 20, да, и все. Вот это тогда 16. Ну, посмотрим, как оно там будет. Видно, не видно его. Так, отступы слева 6, справа 6. Немножко отступила. Сверху, кстати, тоже 6. Будьте так любезны. И снизу тоже 6. Хорошо. Есть такая история. Картинка. А что картинка? Вот это сделаем вот так. Картинку мы... ну, 64 на 64 это мало. Даже 128 на 128 будет, наверное, мало. Ну да, это прям очень маленькие. А 256 на 256 делать. И это вот такую вот картинку. Может, что-то базовое выбрать. Вот ты молодец какой. Ой, ты молодец. Ох, какой ты молодец. Засранец. Replace with... А чё ты реплейситься не хочешь с как Sizebox?
Что, так разве нельзя? По-моему, можно же было Facebook. Ну да. Все строго, поэтому никаких тут этих не было. А размеры как раз таки там есть, куда ему 256, он меньше не будет, чем 256. И, кстати, сверху можно еще отступить больше, 8. Ну вот, все, карточка готова, есть. Ну, понятно, что потом мы ее там переделаем, все. Набросок готов. Также нужно указать теперь у CardChoicer сделать. CardChoicer у нас требует Horizontal Box. Пока вот так. Вообще, наверное, я просто заменю или... Да, я пока его заменю на бордер. Не, я не буду пока его менять. Не. Я оберну вот этот бордер по классике, чтобы, ну, что-то с ним сделать. Такого. И вот этот вот надо назвать его как... как там? Йоу, вот это я написал, конечно. Дс контейнер. Тра-та-та. Тра-та-та. Так, все закрыть. Все закрыть, все закрыть. Ну, сейчас запустим его. Ну, еще надо добавить вот этот виджет и все. Завтра уже продолжим. Сделаем все, что нам надо, и все, чего нам не надо. Или уже эти создадим. Поля. Ладно, сейчас поля еще создадим и заканчиваем. Так, хорошо, здесь все у нас окей. Давай. Подожди, а разве здесь это нельзя сделать? А можно. Я забыл. VBP карту назначаем ему как этот класс. Потом идем в карт. Открываем наш класс этот. И понеслась uProperty создавать. uProperty. Meta bin. Виджет. Кто там у нас идет? Кто нам надо? 2 текст-блока, 1 и магия. В принципе, все, что нам надо. Ну, пока что там больше текст-блоков, конечно, будет. Текст. Блок. Это TB name. TB description. 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 Хорошо, есть. И Ю и магия.
Не маги там, не, и маги. И маги, да. Представляете? Хорошо, теперь сюда это все подключить. Компонент с магия и текст блок. Хорошо. На инициализации мы берем if tb name текст card info d-card. Вот. Поэтому нам надо его подключить сюда. Include. Data asset. D-card base. Просто это большая проблема, поэтому я хочу ее отловить здесь. Card name. Хорошо. Я твою душу считал, он текст принимает. Тут Не. А ну, малыш, давай попробуй, отгадай. А как? У нас с f-текста, правильно идет? По-моему, f-текст. F-текст... From string есть, to string. Name, есть что-то с неймом? From name, вот, есть. From name идет. Просто этот же текст, он принимает текст, а этот это name. Как хранится. Знаешь, if tb description. Description. Текст. Info. Description. Хорошо, есть. И осталось этот и магия, if. И магия. И магия. Set текстуре, set brush from текстуре, from soft текстуре, card info, потому что мы самостоятельно его не загружаем. D-card, карды магия. Вот, передаем его туда. Все. Такая вот история. Прекрасная, чудесная. Давай еще разочек. Сейчас все перезапустим. Знаете, что самое интересное, что у нас должно сейчас все работать. Он должен будет добавить его. Но у нас единственное, что не настроено, это чтобы вот здесь он его делал visibility. А вот тут вот он, кстати, должен будет делать следующее. Это брать вот этот вот товарищ clear children.
declare children делать и set visibility. Yes, light visibility hidden. Ну, можно и коллапс, это не то, что важная история. А вот тут мы должны его сделать set visibility visible. Да, level up. То есть он вот это вот все сделал. Все вот эти приколы. Set visibility visible. Ну, а на native construct, естественно, set visibility hidden. Наверное, коллапс все-таки сделаю. Не хочу. Я хочу коллапс. В общем. Не знаю зачем, не знаю почему хочу коллапс. Так, это мы тоже сделали. То есть осталось сейчас добавить, в принципе, его в... Добавить его в main widget наш. У нас все будет работать. Но это не точно. Это очень неточная информация. А, ну, допустим, хорошо, сделаем вот так. Size, ну, нет. Size to content, на самом деле, мы сделаем. Есть проблема, там будут... Там будет отсутствовать отступы, будут отсутствовать, поэтому мы сейчас их здесь добавим. Где-то по 10 пикселей вот таких вот мы добавим. А по бокам я бы еще где-то 30 сделал, чтобы они нормально так ответовали. Но вот здесь надо его тогда добавить. То есть 20 добавлять. А здесь сколько там в бока? 30-60 получится. 60 сделать. Учесть. Просто там не будет отступов, когда мы их просто туда позасовываем. Там, ну, они рядышком друг с дружкой станут. И как бы... И все. Ну ладно, давай протестим. Есть, нету. Завтра уже разберемся, почему есть или почему нету. Так, левел мы не получили. И оп. Он их добавил. Он их добавил. То есть он их добавил. Все здорово. Description пустой. Понятное дело. Этот на не стоит. Картинки он правильно тоже добавил. Те же картинки. А там же еще, кстати, игра должна останавливаться. Точно. Делегат этого сломался. Надо исправить. Да. В общем, завтра разберемся. Завтра разберемся. Зачем ты мне так открыл? Ладно. Значит, не абилити это. Мне не абилити надо. Мне нужен... Или абилити как раз таки.
А, dash cost. Вот, да, вот тут этот атрибут сломался, поэтому там все сломалось. Player character, stamina current. Минус 25. Вот теперь он тратит стамину, все. Хорошо. На этом мы на сегодня закончим. Завтра разберемся, какого лишь он там 5 их добавил, или сколько он там до бесконечности добавил. Сделаем, чтобы их можно было активировать, чтобы они давали бонусы. Ну, точнее, будем к этому идти. И Здорово. вот как так. Здорово, вот это ворвался, конечно, наконец. Здорово. Вот такие вот планы на завтра. В общем-то, доделать эту всю фигню. Давай еще разочек. Раз, два. Ну да, он что-то их там заспамил. Непонятно, почему он их заспамил, хотя он 3 Капка. понял. Да. Всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто слушал. На Discord там и не только, там все ссылки в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки. Там, в общем, все подряд. Всем пока.